Так, ну что, добрейшего денечка, товарищи. За окном снежок. Самое время провести время дома. С едой, вкусняшками, кофейком, чайком, водичкой, игрушками. По-моему, уже все, кстати, успели поиграть в эту игру, кроме меня. Поэтому пора начинать. Так, ну я чуть-чуть побегал, кстати, по настройкам. Вроде особых просадок не наблюдается. Ты не играл, ты ждал, да, что я буду играть вместо тебя. Но да, особых просадок не наблюдается, но в то же самое время комп особо не дает на прям ультрах летать. Поэтому с этим надо что-то будет решать. Ну, в любом случае, не сейчас. Вроде нормальная и картинка, и визуал в любом случае. И по эффектам все красивенько. Я так чуть побегал, посоздал персонажа. В принципе, в ТГ можно отслеживать, что я вообще делаю по играм. Читать рубрики, пока я на работе. Вот, ну что ж. Сколько у вас там? Кстати, не забываем использовать баллы канала. Мне это, во-первых, сильно помогает. Во-вторых, ну, они довольно забавные. Есть, к примеру, забавный перерыв на обед. Угу. Ну и дикая магия и предметы шляпы. Просто я что-то только не понимаю, почему я не могу его использовать. Ну ладно. Вот. Активировал шляпу. Хорошо. Сейчас я тебе скажу, что у тебя там в шляпе. Надо будет придумать какой-то визуал, чтобы показывался. Ну, сейчас мы тебе сгенерируем. Так, итого, из шляпы я достаю глазное яблоко. Как тебе такое? И вот живи теперь со своим глазным яблоком. Я понял, почему она закрыта. Потому что ты ее уже использовал. Вот, точно. Отлично. Ну, да, живи с глазным яблоком. По-моему, там через полчаса можно еще что-нибудь попробовать. Ну что, новая игра. Я знал его под именем Солнце. Он был умен, внимателен, любил поразглагольствовать, но давным-давно он носил другое имя. Ужасный волк, древний эльфийский бог обмана или герой, восставший против тирана. Смотря какой из историй верить. Во время отчаянной борьбы с порочными эльфийскими богами Солос пленил их, создав завесу, которая отделила наш мир от первозданной магии тени. Он победил, но завеса отняла у эльфов все, их магию, свободу и даже бессмертие. Теперь Солос хочет разрушить завесу и исправить содеянное, даже если это означает, что наш мир погибнет. Кто-то должен остановить его. Вот тут-то и появляешься ты. Не-не-не, Слава Гребенников, именно что глазное яблоко. Надо лучше без шляпы. Ну, можно... Ну, попробуй, вдруг тебе что-нибудь забавное выпадет. Так. Насчет редактора персонажа. Тут можно провести... Я вчера просто заходил, или позавчера я писал. Нет, вчера заходил. Можно провести несколько часов на создании, как в Симсе. Что не говорите, но... Тут редактор гораздо лучше, чем Baldur's Gate. Да, Baldur's Gate красивый, никто не спорит, но тут гораздо больше функционал и гораздо больше возможностей, инструментария для создания чего-то интересного. К примеру, там внешности, да. Интересно выбирать местоимения себе. Мы, конечно же, этим заниматься не будем, но осуждаем на всякий случай даже. Это гендер можно себе выбрать. Ну, это если вы играете за мужчину или женщину, да? Ну, нужно же выбрать, мужчина вы или женщина. Вот, дальше, погнали.
Так, ну это класс, это мы пока не идем сюда. Ну, у меня уже есть точнее, сохраненный персонаж. Я выбрал себе. Так, импорт персонажа. Какой из них? По-моему, вот этот. Да? Сейчас посмотрим, насколько. Вот, я пытался себя создать. Те, кто меня хорошо знает, скажите, насколько он похож. Я себя так всегда и вижу в зеркале. Так, тут все верно. Погнали. Так, стиль игры, фракция, класс. Настроить. Ну, что-то есть. Ну, согласен. Ну, как минимум, нос, по-моему, похож. Скулы. Я насчет лба не уверен. Прическу у меня всегда такой хотелось. Если мне стек не стричься. Ну да. Да. Если в цирюльню не сходил. Через год походов на турники. Не, я сейчас покажу, как будет через год походов на турники. Это вот сюда надо, телосложение. Ща. Вот, я через год походов на турники. Только надо еще... Где у нас тут одежда была? Нижнее белье. Вот я через год походов на турники. Так, чтобы мои большие сиськи видно не было. Окей. Так, стоп, верните телосложение, пожалуйста. Я все-таки, ну, очень себя люблю, но не настолько. О, да. Так, ну, носы, губы, да, тут все гораздо лучше, чем в балде. Единственное, что, ну, в балде как минимум уже дофига модов на прическе. А здесь главное не забыть, какая у меня 6-я. К примеру, насчет причесок, да? Ну, сходим в цирюльню. Ну, вот такая шевелюра еще есть, к примеру. Куча вариантов с дредами. Такая притча есть. Что-то от Тарзана. Такие американские дреды. Из интересного еще было. Есть прическа самурая. Нет, это не та. Сейчас. Где-то дальше была. Интересная косичка. Потерял я ее. Где же она была у нас? Причем есть прически, которые, ну, точно такие же, как в балде. Видимо, какой-то моднявый стиль в мире идет. К примеру, вот. Такая же почти была в балде. Можно выбритые виски себе сделать. Очень стилево. Так, у нас 6-я была, да? Возвращаем ее. Ну, самое интересное мне показалось. Ну, ладно, не самое интересное, самая простая и интересная. Так, можно губы себе увеличить, если что, вдруг. Ну, вот самое... Единственное, что я не понял в этой игре, это как работать с... Нет, не надо мне настройки по умолчанию, я с ума сойду дальше собирать. Вот с этой штукой. В общем, здесь есть 3 пресета для головы, по сути, вот они, из которых вы потом создаете себе персонажа и настройки там клацаете туда-сюда. Вот тут по картинкам вообще почти ничего не понятно. Ну, наверное, кроме вот этого. Так, у меня 29-й был. Да, тут главное не забыть, а то... Так, я не понял, что-то изменилось. Что-то изменилось сейчас, что я сделал или нет? Он такой же был? Как будто нет. Так, давайте назад выйдем. Удалить все изменения, сделано для этого шаблона. Да. Так, сейчас мы заново это все. Господи, нет. Смена расы, удалить все настройки персонажа, действие нельзя отменить, да. Так, что-то не то произошло. Заново. Вот. Там, очевидно, что-то слетело. Да, это большая проблема, что нельзя прям нормальный пресет сохранить, чтобы с тебя с ним ничего не произошло, и в редакторе его, типа, чтобы он не менялся потом. Вот, ладно. Так, с внешностью мы разобрались, не будем тратить на это 2 часа, потому что 2 часа мы потратим на другой пресет. Здесь есть персонаж, которого нельзя сохранить в пресете почему-то. Так, по выбору класса.
В Dragon Age, в принципе, всегда на выбор дается 3 класса. Это условный разбойник, условный воин, условный маг. Маги обрушивают на врагов всю мощь своих заклинаний, сжигая, замораживая, поражая током, сминая их, ну и так далее. Там чары, все такое. Воин, типичный ближник, воин управляет ходом боя, некоторые из них сражают врагов мечом и щитом, а другие используют двуручное оружие, чтобы управлять врагом в полете. Так, исследовать. Ну и у каждого из классов есть 3 условные специализации. Почему условные? Потому что при одной специализации можно выбирать, я так понял, умения из других специализаций в ветке. Это условные как жатва, истребление, заступничество. К слову, для тех, кто не играл в прошлые 3 части, ничего страшного, потому что биовары обещали, что будет понятно и без прошлых частей, что происходит. Ну и разбойник, соответственно. Полагаемся на скорость, на кинжалы, рапиры и прочее. Скорость и на луки. Перемещение и реакция. Вот что отличает разбойников. Чтобы они не использовали лук или пару клинков, мощные точные удары разбойников наносят врагам смертельный урон. Так, ну, на выбор, как мы будем в разной броне выглядеть. К примеру, там начальный наряд, повседневная одежда, амбициозная броня. Интересное название. Погнали дальше. Предыстория. Выбор фракции влияет на предысторию персонажа и дает особые варианты реплик в разговорах. На выбор нам тут с вами предлагают 6 фракций, у каждой из которых у героя будет своя фамилия. К примеру, антиванские вороны. Рук антиванский ворон. Этих безжалостных убийц и незримых защитников Антивы боятся и уважают, зная, как стремительно их острые ножи достигают цель во тьме. Как-то так. Наши черты, так сказать, под крылом. Ускоренное повышение репутации среди антиванских воронов. Действующий контракт вы наносите повышенный урон врагам из Нтаама. Потайной карман позволяет брать с собой на одно зелье больше. Так, и у них есть еще повседневная одежда, видимо, с которой мы по хабу будем гулять. Так, дозор скорби. Повседневная, не очень красивая. Некромант какой-то. Рука состоит в дозоре скорби. Этот элитный орден некромантов исследует тайны жизни и смерти и следит за огромной территорией большого некрополя Невары, в котором обитает нежить. У всех на слуху. Ускоренное повышение репутации среди дозора скорби. Возвращение в могилу. Вы наносите повышенный урон нежити и демонам. Окей. Повелители Фортуны. Неофициальная группа исследователей, охотников и искателей сокровищ из Ривейна. Бесстрашные повелители Фортуны славятся своими невероятными приключениями и часто оказываются на волоске от смерти. Saints Row этот костюм напоминает. Слушай, да, есть что-то такое. Но на самом деле я что видел из Dragon Age 4, очень много всяких схожестей с другими играми, но я попозже скажу, когда мы прям это увидим. Потому что, ну, на самом деле есть от чего и посмеяться, и чему порадоваться. Я бы даже сказал не по костюму. В Saints Row, по крайней мере, по-моему, в третьем тоже был розовый фон. Так, Повелители Фортуны некие такие. Приключенцы. Дракон Тени. Член подпольного сопротивления, который борется с нечистыми на руку правителями и рабовладельцами Тевинтера. Драконы принимают людей из любых слоев общества и стремятся восстановить справедливость для народа. Свет во тьме. Ускоренное повышение репутации среди драконов тени. Всегда в тени. Вы наносите повышенный урон в Венатуре. Живучесть. Запас ресурсов для вашего класса восстанавливается немного быстрее. Так, завесные странники. Отважная группа занимается изучением древних эльфийских руин в Орлатанском лесу. Завесный странник основал эльфы в их ряды и рады всем, кому хватает смелости встретиться с сменяющей реальностью магии Орлатана. Угу. В общем, это путешественники между порталами, условно такие. Ну и серые стражники. Группа принадлежит к Серым Стражам, древнему военному ордену, который был создан для того, чтобы противостоять порождениям тьмы и другим чудовищам. Стражи проходят тайные и необратимые обряды, которые открывают в них сверхъестественные способности, необходимые для борьбы со злом. По-моему, это, кстати, единственная фракция, которая представлена из прошлых частей, и которых в играх не было. Которая в играх была, по крайней мере. И каждый спутник в этой игре, которых, кстати, можно романтить, представлен одной из фракций, насколько я помню, насколько я понимаю.
Мне больше всего понравились антиванские вороны, так что тут я не дам вам выбора, тут я сам за вас. Продолжить. Выдающийся убийца. Ну вот нам и предысторию, кстати, рассказывает. Когда захватчики Тревиза взяли горожан в плен, Рук решил любой ценой освободить их. Благодаря своему таланту новичок Рук недавно стал полноправным вороном. Ему не нравилась осторожность лидеров воронов, особенно с учетом того, что город захватили жестокие войны Антаама. Однажды ночью Рук увидел патруль, ведущий пленников, и бросился в бой. Ему удалось спасти множество жизней, но при этом Рук, сам того не зная, поставил под угрозу более крупную операцию воронов против Антаама и вызвал гнев у своего руководства. Рука отстранили, и он стал искать новые возможности проявить себя. Вот как-то так. Кстати, важный вопрос, пока мы не начали прям саму игру, да, выбрать эту фракцию. А как с битрейтом-то у нас? Как чувствуется хотя бы в менюшке здесь? И, я так понимаю, звук сейчас не будет особо слышно. Ну, надо будет, чтобы вы мне написали, потому что я вчера полазил в настройках, и как будто бы могло что-то сломаться. Хотел как лучше, но бывает как хуже. Так, стиль игры. Наш уровень сложности. Вроде все в порядке, спасибо. Наш стиль игры — это наш уровень сложности. История, ну это мы чисто бегаем, проходим, смотрим сюжетку. Странствия. Создаем отличный отряд, время для защиты меньше. Ага. Приключения. Все стандартно. Темная лошадка. Главное максимально испытать себя. Преодолевайте суровые испытания и спасайте мир от неумолимых врагов. Время для защиты минимальное. Кошмар. Получаем урон максимально, агрессия врагов максимально, физическое испытание максимально, время для защиты максимально. Жестокое сражение, которое не прощает ошибок. Чтобы выжить, нужно мастерски овладеть навыками и снаряжением. Если выберете сложный кошмар, то не сможете сменить ее, пока не начнете игру заново. Нет, спасибо. Ну, я думаю, что нам приключения хватит. Ну и последнее, это кастомное, уже везде его добавляют. Это база уже такая. Приключения, отлично. Так, завершить. Вот, где мы потратим, скорее всего, много времени. А вот здесь, потому что, ну, имя я выбрал себе такое Фауст, фамилия наша Дерио, голос мужской, можно его прослушать. Очень интересно прослушивается это все, нажмите P, что или R. Тут все на русском, эти ходки. Ну, воспроизводи. Вот такой у нас голос. Нормально. Что ж. Инквизитор — это главный герой прошлой части, Dragon Age Инквизиция. И если в прошлых частях персонажам или там выборы можно было перенести из одной игры в другую, и у тебя оно сразу в игре появляется, то здесь почему-то, по крайней мере, Инквизитора перенести нельзя, и выбора его тоже. Поэтому приходится создавать заново. Тут большой текст, давайте я его прочту. Убийца, вестник, судья, спаситель. Это лишь немногие из титулов, которыми наградили Инквизитора после того, как он возглавил организацию, бросившую вызов множеству стран. 8 лет назад мир оказался на грани уничтожения из-за огромной бреши в завесе между нашим миром и тенью, царством магии и снов. По стечению обстоятельств, или как считают некоторые по воле судеб, во главе организации под названием Инквизиция оказался тогда еще малоизвестный мужчина. Он побывал во множестве земель, собрал под свои знамена соратников, а затем закрыл брешь и оставил создавшего ее злодея. Остановил. Во время этих странствий Инквизитору помогал эльф-маг по имени Солос, собственно, как предполагаем антагонист этой игры. Позже Инквизитор узнал, что на самом деле это был древний эльфийский бог Фенрахел, ужасный волк. Он намеревался вернуть мир к первозданному состоянию, когда лишь тени и наша физическая реальность были едины. Солос сожалел о неизбежной погибели многих жертв, но был убежден, что только уничтожив завесу, можно исправить этот исковерканный мир. После этого ужасного волк исчез. И Инквизитор поклялся найти его. Вот. Я, кстати, купил Инквизицию в момент ее релиза. По умолчанию, кстати. Не, по умолчанию. Не. Вы будете страдать. Но я чуть-чуть упростил эту задачу, на самом деле. Я себе создал. Я себе сделал скрины преднастроек. Поэтому все будет, по крайней мере, на мой взгляд, довольно быстро. Сейчас главное только все открыть. К примеру, там головы, все это я себе сохранил с кончика носа. Начнем себе. Глубина 20% у нас у носа. Так, нос номер 9 был. Глубина 20%. Жалко, тут нельзя выбрать сразу так. 20%. Так, вверх-вниз 5.
Я просто хочу сделать реально красиво, как у меня был в прошлой части, и для этого я вчера очень долго, нет, позавчера очень долго сидел, чтобы сегодня не пришлось помучиться. Так, изогнутость. Стоп, это что я делаю? Размер, изогнутость. Стоп, кончик носа. Стоять. А что я делал? Так, а где я сохранил это? Вот, нашел. Все, нормально, все в порядке. Тут минус 60 должно быть. Минус 60, 45, 25. 0 тут оставляем. Дальше глубина минус 50. Минус 50. Высота минус 15. Мы же хотим красивого персонажа. А то на азиата как-то не хочется смотреть всю игру. Так, переносится 0, 0, 0, 0, 0. Насколько я помню. Ну да. Дальше кончик носа, глубина 20%. А на самом деле, по-моему, только с носом, с губами здесь долго, все остальное довольно быстро. 5, 0, 5, 5. Тут 5 должно быть. 5, 5. Ноздри. Размер. Минус 100. 25. 90. Так, с носом мы разобрались. Красавчик, конечно. Так, рот. Минус 55. Минус 15. Вот если бы вот это можно было сохранять, цены бы не было. Минус 45. 25. Минус 40. 30. 40. 30. Так, ну все. Осталось совсем чуть-чуть. Нам осталось с вами голову. Так, голова это... Это где? Это подбородок. Так, тут у нас 5. Это минус 15 или 15? Чтобы вы понимали мои заметки, там вообще ничего не понятно. Минус 20. Минус 25. Вот так вот. И 5, по-моему, да? 5. Так, с подбородком мы разобрались. Форма черепа. Так, ладно, давайте. Здесь будет 22. Здесь тоже, по-моему, должно быть 28. Закрытие. Здесь 18. Такое. Краткая сводка, как нам сделать персонажа. Так, 50. 51, 65 нам надо. Вот он. Опа. Отлично. Поймали. Так, форма черепа. Где это? А где у нас форма черепа? Нет, это не тут, это в волосах. Забавно. 100. 75. 30. 0, 0. Тут мы оставляем. 10 ширина. Минус 4 высота. Почему минус 4? Минус 45, да, тут четверки не может быть. Профиль 40. И масштаб минус 20. Так, дальше что у нас осталось? Веки, голова. Голову мы сделали. Расположение правого уголка. Вот, так, надо глаза еще поправить, потому что вот с глазами самая большая проблема была. Почему-то вот глаза самые некрасивые получаются в плане формы. Форма глаз. Расстояние. Минус 50. Минус 25. 0, 0. Оставляем тут. Минус 65. Так вот. Наклон. Минус 35. Веки. Минус 5. Вот тут самое главное вот эту штуку сделать. Расстояние по вертикалям оставляем. Оставляем. Все. Так, мы выбираем цвет волос. И предысторию. И все. И мы обратно идем. Прическа и цвет волос. Красивенький тут был какой-то. Вы сейчас могли вкратце посмотреть, на что вообще способен этот редактор. Очень быстро все это исправили. Причем там всего 2 мужских преседа и 2 женских. Они бы хотя бы больше преседов сделали.
Нет, все не... Во, вот этот был. Я его хорошо помню. А цвет волос, по-моему... Нет, вот этот был цвет волос. Да. Волосы на лице, цвет, да. Вот этот. Нет, стоп. Нет, вот этот. О, вот это был. И цвет глаз у нас был зеленый. Форму черепа я поменял. Цвет глаз у нас был зеленый. Гетерохромию нет. Все. Вот такой персонаж. А, ну и шрам у него был. Тут разные самые вариации есть. Я вот это оставил. Чуть-чуть его подкрутил, чтобы он... Все-таки этот шрам мой персонаж получил еще в прошлой игре. Это давно было. Он уже чуть-чуть там подзатянулся. Ну, чтоб не прям скучный был. Вот. На этом все. Вот здесь, если бы можно было сохранять пресень, было бы замечательно. Отлично. Продолжить. Принять. Сводка. Тантал Травельян. Вот такой. Там тоже у каждого... Только единственное, что там не от фракции зависела фамилия. Там фамилия зависела от расы. У эльфа, человека, кунари и дварфа были разные фамилии. Или за... Нет, за кунари можно было играть. Стоп. Ну все, это дальше делается. Так, и, собственно, нужно выбрать, что было в прошлой части. В прошлой части у нас был роман с Жозефиной. Посол из Антивы не думал, что у нее найдется время для романтических отношений, пока не вступила в Инквизицию. Леди Жозефина была польщена, когда Инквизитор рассказал ей о своих чувствах. Вечно занятые посол и глава Инквизиции нашли покой в компании друг друга. Неожиданная помолвка грозила разрушить их отношения, но искреннее признание Инквизитора в любви снова свело их вместе. Блин, я вот не подумал, надо было вам показать хотя бы финал прошлой игры, сохранить где-нибудь. Или в начале стрима, условно, показать. Ну ладно. Судьба Инквизиции. Инквизиция слишком быстро обрела могущество, что не давало покоя великим королевствам. Они созвали совет, требуя подчинения Инквизиции. Войска Инквизиции были поглощены церковью. Неудивительно, что Инквизитор передал свою власть. Милота какая, не знала, что там так. Да. Инквизиция была основана одной из самых преданных рыцарей и была связана с ее новой главой, верховной жрицей Викторией. Кто-то из Инквизиции стал служить церкви, а кто-то пошел собственным путем. Продолжить. Тайный бог. Когда Солос, собственно, антагонист этой игры, рассказал Инквизитору о своих намерениях объединить физический мир с тенью, он признал, что это вызовет разрушение и смерть. Хотя Солос настаивал, что иного пути нет, гибель невинных была ему самому не по душе. Так, собственно, тут два варианта есть. Солоса нужно остановить, ну, как любого другого злодея. Но мне он показался интересным персонажем, интересным спутником, поэтому Солоса нужно спасти от самого себя. Солос исчез. Чтобы осуществить свой план, Инквизитор решил спасти его. Инквизитор верил, что Солос искренне сожалеет и на самом деле не хочет осуществлять свои планы. Он поклялся спасти своего друга и не дать ему погубить мир и себя. Его влияние было уже не так сильно, но у него остались знакомые, готовые взяться за поиски ужасного волка. Продолжить. Вот такой вот персонажик с такой вот предысторией. Надеюсь, мы его еще увидим в этой игре. Кроме того, что мы его просто создали. Не могу, посмотрите на эти волосы. Они прекрасные. Завершить. Да, подтвердить было приключение. Ну что, мы наконец можем начать. Погружаемся. Кто проживает на дне океана? Завершить. Внешность можно изменить позже игре. Да. Если нам не понравится наше приключение, ура, да, ура. Полчаса прошло. Ну все. Так бы мы 2 часа создавали персонажа. Отлично, ребята. Игра просто прекрасна. Игра просто восхитительна. Вы не поверите. Но она выглядела.
Прекрасно. Прекрасно. Что я говорил про первые лаги, вылеты? Чтоб вы понимали. Ну, на этом компе уже играли в эту игру. И она не вылетала. И, собственно... Нет, ладно, она вылетала. Но, по-моему, позавчера вечером один раз. Но чтобы прям в начале игры она взяла и вылетела... Ну, ребята, оптимизация прям хвалят. Да, хвалят, и, ну, она правда хорошая. Я ручаюсь за ее оптимизацию. Причем, что я еще и драйвера проверил на всякий случай, все обновил. И такого, ну, что-то, видимо, было сделано у них не так. Ну, причем эта игра, в принципе, оптимизирована под компы и под NVIDIA, я так понимаю. Но почему-то... Что там с моей рандомной судьбой? А у меня, кстати, почему-то не показывается, что ты выбрал рандомную судьбу. Давай, сейчас, пока игра заходит, я возьму какую-нибудь книжку. Пиши мне страницу, в чат можешь написать, и страницу и строчку. Сейчас я тебе твою судьбу нагадаю. Пока мы заново. Блин, я надеюсь, что персонаж хотя бы сохранился с инквизитором здесь. Забавно. Так, а интересно, если мы продолжить нажмем... Сейчас я книжку возьму тебе. Давай какую-нибудь забавную. Есть у меня очень хорошая книжка одной моей знакомой. Сейчас мы... Не, книгу нет, у меня... Я потом скажу, что это за книжка. Можешь потом взять почитать. Так. Скрижаль и Сет. Грешные души. Автор Влада Мишина. Я думаю, тут интересненько будет. Страница 77. Строчка 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Собственно, вот твоя судьба. Мне надо подумать. Я думаю, это, кстати, хороший ответ. Я думаю, что ты держал сразу какой-то вопрос у себя в голове на это. Так, ну что, давайте продолжим. Надеюсь, что у нас... Продолжим. Надеюсь, что у нас этот персонаж сохранился. Ну, потому что колесо загрузки было. И сохранения. Так, на чем остановились? Пожалуйста, 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 он сохранился. Да, он. Да, вроде сохранился. Лучшее, что мы придумали, это остановить ужасного волка, прежде чем он совершит ритуал. Иногда мне кажется, что мой голос и перевод тут лишние, потому что Варик прекрасно говорит. И наконец-то отследили его в Минратусе, столице империи Тевинтер. Но чтобы найти ужасного волка в таком громадном городе, нам нужен кто-то, кто в нем разбирается. Поэтому, разумеется, наша история начинается так же, как и все великие истории. С самого захудалого бара, города и чьих-то поисков. Поэтому, разумеется, наша история начинается... ну это я только что прочитал. Ну, красивый переход из анимации в катсцену. Давайте попробуем еще раз. Где Нев Галус? Думаешь, что сможешь заявиться в мой бар и чего-то требовать? Ох, какой мужчина! Ну, смотрите на него. Я себя так представляю. Это точно я. Так. Два варианта. Нас сразу знакомят с системой выборов. Так, выпить информацию силы — это не просто требование. Давайте лучше все обсудим. Попытаться убедить владелицу бара дать вам информацию. Я так подумал. Мы такой задира будем немножечко. Будем пытаться, конечно, все решить кулачками и юмором. Поэтому тут юмора нам не оставляют, давайте кулачками. А это не просто требование. Нев Галус — моя единственная возможность разыскать ужасного волка. Я не уйду, пока не выясню, где она. Будь готова заговорить, когда я доберусь до тебя. Ты просто прелесть.
О, я. Не, постановка катсцен — это всегда лучшая часть Dragon Age была. В отличие от балды, кстати. Моя жизнь стоит дороже золота. Ларик, давай. Поздоровайся с Бьянкой. Она хочет, чтобы ты осталась. Нев Галус. Площадь Думата. Культисты увели ее на площадь Думата. Боник. Вот такой вот ББПЕ вышло. Твоя подруга Нев Галус сейчас на площади Думата. Я слышал, вот поэтому ты мое доверенное лицо. Хотя, знаешь, наверняка можно было бы добыть информацию так, чтобы не сражаться с целым баром. Ну, тут не целый бар был. Человек 5? 6. Так, ты же был со мной. Мы добились результатов. Допустим, ну это же сработало. Ну, веселенький ответ, да? Кстати, из бутылки вода не лилась. Только не зазнавайся. Пойдем, Хардинг будет волноваться. Да, тут есть буквально несколько персонажей пока что, как я понял, из прошлых частей. Но говорят, там и больше будет. Надеюсь, Нев и правда умеет находить людей. Да, она лучший детектив, которого я знаю, если говорить, что нашла наводку на Солса, и я ей верю. Ох, ну что, ребята, прекрасные пейзажики нам обеспечены. Дворец Архонта. Похоже, что-то не на шутку их разозлило. Ну что? Исследуйте С для перемещения и мышка для настройки положения камеры. Разве нам не нужно как можно скорее убираться отсюда? Так. Чем лидишки занимаются? На балалайке играют. Котик сидит какой-то. К вам можно присоединиться? Интерактивненько, да. Че, предложим? Пожертвовать, у нас есть деньги. Держи. Благослови вас, Андрасти. Котики. Вот котиков надо рассмотреть. Жалко приблизить никак нельзя. Красивый. Так. Какое-то кольцо в небе летает. Похоже на дворец. Кот, да. Надо было его еще длиннее сделать. Можно больше этого смайлика растянуть. Все еще надеешься его переубедить до того, как он начнет ритуал? Мне нравится тоже Андрасти схвалят. Я не уверен. Я не уверен. Я обязан его переубедить. Я думаю, что это какой-то местный бомж, который уехал. И у него просто выбора не осталось. Мне кажется, здесь не будут его восхвалять. Ну, по идее, не... Эй, ты, стоять. Стойте, я тут ни при чем. Мне нравятся, все слухи быстро разлетаются. Нужно помочь ей. Костюм как в Текине, на самом деле, девушки. И прическа такая же. Ну, визуальные эффекты, на самом деле, мое почтение. Ритуал начался, но если мы поспешим, то еще успеем остановить Солоса. Ну, вперед! Она отведет нас на площадь. Что это? Демоны бегают. Осторожно. Шипш. Все нормально? А что будет, когда завеса полностью разрушится?
Тогда весь мир будет выглядеть примерно так. Выглядеть будет красивенько. Внезапно. Так. Отлично. Я тут чуть-чуть застрял. Да, можно упасть? Не... Так, ладно. Это была проверка на физику. Физика есть. Упасть можно. Так. О. Вот Варик постарел, Хардинг вообще как будто не изменилась. Еще симпатичнее стал. Я помогаю всем, чем могу. Должно быть, ритуал ослабляет завесу. Тут очень много перепуганных людей. И куча демонов. Почему на улице встречали под открытым небом, при открытом доме? И не знаю, на самом деле. Но там навесы были какие-то, на самом деле. Возможно, они бежали из пабов, баров к себе домой. Так, как все в порядке? Слушайте, ну у нас такой персонаж, что лучше не бывает, конечно. Сразились с парой демонов, а еще по нам пару раз выстрелили из дворца Архонта. Ничего, говори за себя. Мое снаряжение у тебя? А ну вон там. Деревянный лук. А где Невгалус? Она же должна была ждать вас. Виантории добрались туда раньше. Они схватили ее до нашего прибытия и заплатили владелице, чтобы она не поднимала шумиху, видимо. Виантории увели Нев на площадь Думата. Хардинг, ты можешь нас туда отвезти? Конечно. Я видел площадь Думата, когда осматривал округу, и она буквально кишела в натуре. Кишела. Осторожно, мы не одни. Так, ну что, знакомимся с боевочкой. Так. Основа ведения боя. Клацайте левую кнопку мыши. Демоны наступают. Ой, ну я вчера побегал, здесь очень приятно, конечно, нажимать все это, выглядит все симпатично. Опять же, можно бить кувшины. Можно бить еще кувшины. Можно бить большие кувшины. Да. Стоп, тут еще остался враг. Можно бить зеленые кувшины. Кажется, на этом все. Да, нажмите К, чтобы выпить зелье здоровья. Так, ну что, надо осмотреться. Вы как в порядке? Обработайте раны, если нужно. Ничего не понимаю. Разве разрушив завесу, Солос не уничтожит весь мир? Зачем я это ударил? Золотишко. Так. Даже если его ритуал всех нас убьет. Да. Что тут? Деньги, еще деньги. Уходите отсюда, кувшины поганые. Вот сказать хотел, что боевка чем-то напоминает Assassin's Creed без возможности контрудара. Потому что, ну вот, к примеру. Или даже не Assassin's Creed, Devil May Cry. Вот что-то, наверное, ближе к этому. Так, что тут? Так, ну мы должны пылесосить все. Или не пылесосить все. Напишите, что как. Пылесосить, не пылесосить. На начальной локации, я так понимаю, не будет особо много предметов. Вы нарушаете законы Империи. О нет, кажется, это площадь Думата. Проклятие, идем. Мало что пылесосить можно. Слушай, ну не скажи. На самом деле я видел, что дальше довольно много всего валяется на локациях. Это только здесь деньги одни. Так, мне кажется, демоны подождут.
Надо забрать монетки. Победите в Винатуре. Так, разрешите Неф Гаусс. Стоп, вот это, я понял, это зелье. А, ну у меня уже максимум. Это можно? Это нельзя выпить, да? Кристалл. За 2 часа. Так. Отомстите. Так, один раз, чтобы быстро уклонять. А, ну это я уже и так понял. Кувырки, 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 перевороты. Окей. Мастерски увернулся. Всех жителей должны оставаться дома до полного сдерживания магической аномалии. Так, туда нам нельзя. Значит, нам сюда. Денежки, денежки, денежки. Переход на область. Камон. Придется скатываться. Ну, погнали. Привет, пацаны. Статические удары. Используй так, чтобы выбрать новую способность статические удары. Ох, ё-моё. Так, ну это вот оно. Урон 121 электричеством накладывает ослабление. Окей. Наложи. Бир! Да, не насочнимся. Видимо, уже прожал. Нам где-то показали, как уклоняться, я просто пропустил этот момент. По-моему, вот так. Да, на Y. Ой, на Y. А, ты еще жив. Это Геншин, дорогие товарищи. Это Геншин. Ой, как мне нравится моя раскраска на лице. Вот она, женщина мечты. Ее мы будем с вами романтить. Мы думали, тебя похитили в Венатуре. Они тоже так думали. У многих в Венатуре в городе есть причины ненавидеть меня. Вот я решила подыграть, чтобы узнать, кто в этот раз на меня зуб точит. А потом из неба посыпались демоны, так что я вернулась к делу. Спасибо. Рук, это Неф Гаусс, наш местный эксперт. Она поможет нам найти Солоса. Неф, это Рук, наш с Хардинг новый знакомый. Мы решили, что Неф не помешает. Что-то там. А я других и не буду смотреть. Я увидел ее и все. Так. Вижу, ты сама себя спасла. Ты умеешь выбирать врагов. Нам нужна информация. Слушай, ну, сильная женщина. Мы пришли тебя спасти, но ты, похоже, справилась и без нас. Спасти? Как мило. Ну вот видите, правильный ответ. Ты говорила, что вышла на след? Я не видела самого Солоса, но я нашла след древней магии. Такая обычно встречается в эльфийских руинах. На самом деле, я под нее себя делал. Ладно, шучу, не настолько. Давай идемте. Пока из-за ритуала ситуация не стала еще хуже. Хуже? На этот раз ритуал уже уходит больше силы, чем от дюжины магов. Ты говорил, он работает один. А еще я говорил, что он древний эльфийский бог. Эльфийский бог. Что ж, кем бы он ни был, из-за него в моем городе неприятности. Идемте. Все жители квартала каналов должны оставаться дома. А просто с Хардинг мы не будем смотреться, если нас фотографировать не будет в кадре. Он захочет разрушить завесу. Будем надеяться, что ритуал потребует всего его внимания. Значит, схватим его во время ритуала, когда он не сможет сражаться с нами.
Так, люди, вы как? Видимо, они уже не живы. Фризануло слегка. Ладно, бывает. Что тут? Опа, 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 я знал, что здесь что-нибудь будет. Можем скатиться по этому тросу. Спасибо, капитан Очевидность. Вижу трос, лечу. Так, куда? Сюда можно? Что тут делать? Ничего. Это ломается? Да. Юп. Стоять. Ящики. Ящики надо ломать. Есть ящики, ломаем. Едь. А, ладно, пропустили. Нет, не пропустили еще. Ну, а вдруг что-нибудь интересное лежит, да? Опа, зелье. Отлично. Ломается? Ломается. Трупы в винатуре. Еще какие-то трупы. Открыть. Валюта, деньги. Сейчас недоступно. Пробелом на них так проще ломается. Кстати, это что, Dark Souls? Серьезно? О, реально ломается, спасибо. Недоступно. Интересно. Ну вот и зачем так делать? Ну вот это, конечно, непонятно для меня. Используйте правую кнопку мыши, чтобы выстрелить из лука. Нажмите для быстрого прицеливания из лука или удерживайте для прицельного выстрела. Ну-ка. Я отключил здесь для джойстиков. Было автоприцеливание. Ну как-то это неправильно, что ли, играя с клавомышей. Я вроде и так попадать умею. Да. Короче, я не понял, когда контратаковать или отбивать атаку. Я понял, как это делается. Что-то я не вижу просто момент взмаха. Но вот, видимо, от стрел нельзя отлететь. Ёлки. На входе зачарование. Я с ним справлюсь. А что там? Бледный желтый круг у перса над головой. А его еще замечать. Я же невнимательный. Так, это вернуться туда, наверное. Ну, очевидно, что нам сюда. И если, я так понимаю, желтый круг загорается, мы нажимаем краткую И или Q, да, и он контратакует. Ага, понятно. Убежище, ага, по крайней мере, одного из них. Не знаю, как давно он здесь. Отлично. Кажется совсем древним. Ну это очевидно здесь был соус. Либо на перса, либо на окружение, да. Ну, надо было как-то это к персонажу на интерфейс добавлять на самом деле. У меня над персом, но я все равно невнимательный. Так. Картиночки. Ну, Соус у нас художник, конечно, он любит рисовать. Вспоминая Инквизицию. Что мы подобрали? Сломанная кова. Солос освобождал рабов. Солос ненавидел рабство. Это одно из немногих, с чем я с ним согласен. Он говорил, что остальные эльфийские боги были тиранами, которые угнетали его народ. Он пытался помочь им. Что там? Никаких следов Солоса. Только большое светящееся окно или зеркало, или что-то такое. Так, ну сюда. Пролезем? Ну, вроде мы худенькие. Проблемы могут возникнуть у Варика. Проверим, как он справится с этим. Погнали, иди сюда. Нет, довольно большое расстояние. С той стороны казалось поуже. Давай, Варик, ползи. Ты не готов? Не, я готов. Пролез. Еще картиночки.
Древние эльфы делают что-то с драконом, кажется. Да, может, они пытались контролировать его. Да, разрисоваться, согласен. Мне нравится, что в столице есть места, в которые, ну, там, никто не заходит, никто про них не знает. Либо если заходят, такие, произведение искусства, эльфийские картинки. Собственно, к примеру, что тут делает статуя этого самого бога. Йо. Так, мне нужно хотя бы раз увидеть, как выглядит эта желтая штука для контратаки. Заперто. Должно быть какой-то способ ее открыть. Давайте рассмотрим. Но как будто сама игра нам намекает. Воздух пропитан магией. Солус использовал много сил. Солус, ужасный волк, Фанхарел. У него много имен. Так. Да ударься ты уже. Я всегда звал его Змеюном. Что-то я не помню этого. Змеюн, так сказать. Открой дверь, пожалуйста. Спасибо. Хорошая работа. Давайте узнаем, что находится за ними. Куча статуй ужасного волка. Но на самом деле такие милые песики стоят. Ужасные милые песики. Ужасно милые песики. А что из этого сундука выпало? Еще деньги. Это можно сломать? Нет. Нельзя сломать. Лютня какая-то лежит. Можно теперь передвигаться только вот так. Оп, стоп. А, мы отсюда пришли. Угу. Погнали. Кувшинчик, стой. Пусто. Город построен на эльфийских руинах. Рук, это самое светящееся окно? Ох, какая красота. Вот что-что, но с улювианами они здесь, конечно, проработали. Очень красиво. Еще какое-то северное сияние добавили. Впереди, если присмотреться, вот. Так, а тут ничего нет. Ну и вода, конечно, очень красивая. Если вспомнить лужи даже в начале пролога, просто прекрасно. Отражение в воде, рефлексы. Пройти. Что ж, мы больше не в Минратусе. Я узнаю деревья. Это Ролатанский лес. Кстати, секунда забавного факта интересного. Основной трек писали вместе второй композитор Ханс Циммер. То есть, ну, вы понимаете, да? Это игра на уровне скороносных фильмов. По крайней мере, она так, видимо, задумывалась. И вот как раз его можно сейчас на фоне услышать. Что-то я отвлекся. Дерево, не мешай мне. Иди сюда, ходи. Угу, ушел. А мне казалось, что в Минратусе все демоны лютые. Чем ближе к ритуалу, тем хуже состояние тени. Оттуда может выйти. Я не успеваю прочитать ваш диалог. Я занят в бою. Что тут? Что-нибудь есть? Вроде ничего нет. А мне кажется, что подземные толчки усиливаются. Иди вперед и постарайся об этом не думать. Можно с прыжка, наверное, ударить. Да. Нажмите левый кнопку мыши, а затем shift левый кнопку мыши, чтобы во время бега, чтобы выполнить проворную атаку. А, ну да. Я тоже уже умею. Бьюсика погладить надо.
А, вот она, я понял, я увидел эту желтую штуку. Я все равно не успеваю на нее нажать. Все нормально? Всё. Иди сюда. Максимум зелий. Земля начинает трястись каждый раз, когда на месте проведения ритуала загорается большой кристалл. Опа, враг телепортировался. Стоп, вот она была. Желтый. Я не успел. Ну вот смотрите, желтый. Я снова нажимаю. О, наконец сработало. Так, ладно, к этому просто надо привыкнуть. Быть повнимательнее, да? Либо же можно просто тыкать на клавиши. Зелье. Кстати, надо выпить одно. Ну, я так посмотрел, на втором уровне сложности там вообще делать нечего в этой игре. Враги просто падают пачками. Почти у цели. Ой, ну очень приятная боевка. Мне вот в прошлых частях я проходил сюжет и, ну, немножко плевался от боевки. Она оказалась скучной и медленной. Здесь же, между катсценами, вот эти динамичные боевые сцены, ну, это просто прекрасно. Я там уставал даже в прошлых частях, здесь совершенно не устаю от этого. Тут можно же лук еще использовать. Попробуем с лука пострелять. Ну каков Леголас? Солос подождет. Мы посмотрим на красивые пейзажи. Здрасте. Здрасте. Наш первый типа босс. Демон гордыни. Где ты? Так, в желтые круги не попадать. Ой, в красные круги не попадать. И попал. Стоп, зелик. Ладно, попробуем в ближнем бою. Бей его. А ты не бей меня. Все, завалили с лука. Все целы? Вполне. Нам нужно добраться до Солоса. Я, кстати, вообще почти спойлеров не выхватил. Ну ладно, у меня там есть 1 или 2. И это по большей части, что касается пролога. Ой, я прям кайфую с музыкой здесь. Рай для ушей. Может, не надо, Варик? Сам. Абсолютно. Главное, не подпускайте ко мне демонов, пока я буду с ним говорить. Варик. Солос не остановится только из-за того, что его об этом попросит старый друг. Солосу нужно, чтобы кто-то показал ему другой путь. Дал ему повод передумать. Это ошибка, у тебя получится. Так. Мы хороший друг или мы лучший друг? Потому что хороший друг скажет, у тебя, конечно же, все получится. А лучший друг скажет, Варик, ты дурак. Это большущая ошибка. Но мы закрешимся, так что это ошибка. Неф осуждает, Хардинг одобряет. Блин. Да, брось, Варик. Мы проделали этот путь, но он был моим другом, Роб. Я должен попытаться до него достучаться. И если он ко мне прислушается, с ним будет разговаривать Бьянка. Еще демоны.
Ах, какая у меня шевелюра на катсценах. Привет, Смеюн. Надеюсь, я тебе не помешал. Псевдовыбор, да. Да, ну и в третьей части много псевдовыборов было. Тем более, если учитывать прологи, в которых и так сюжетные рельсы стоят. Ладно, давай выиграем им немного времени. Надеюсь, Варик достучится до Солоса. Надеюсь. Он будет говорить быстро, а мы не сможем вечно сдерживать. Это было довольно быстро. Завеса рана на теле этого мира. Как? Заполнив мир демонами? Варик, я принял меры, чтобы свести урон к минимуму. Свести урон? Уже сейчас умирает куча людей. Послушай меня. Прошу тебя. Нет, только не Бьянка. Люди всегда умирают. Такова их природа. Щит. Нам нужен план получше. Хочешь, я его подстрелю? Не получится, он слишком силен. А что, если мы прервем ритуал? Как это? Видите эти статуи? Если мы обрушим подмостки, которые держат эту статую, она рухнет прямо на Солоса. Это рискованно. Если прервать ритуал такого масштаба, без последствий не обойтись. А как же демоны? Мы должны защищать Варика от них. Верно. Оставайтесь здесь, а я обрушу статую. Что? Нет, это первозданная магия, она может тебя убить. А буря может разорвать тебя в клочья. Есть идеи получше? Ладно. Но тебя нужно прикрывать. Я пойду с тобой. Я Магесса. Я пойду. В любом случае, одной из нас нужно оставаться и сражаться с демонами. Неф, идем со мной. Хардинг, идем с тобой. Пойдет с вами на встречу опасности. Неф, идем со мной. Так. Соответственно, кто пойдет со мной, тот пострадает, но в то же самое время наверняка повысит со мной отношения. Бери красотку. Согласен. Неф, идем со мной. Я, в принципе, так и думал. Это можно считать свиданием? Пойдем, Неф, Хардинг. Да. Угу. Неф всецело одобряет. Стой, стой, не падай, пожалуйста. У нас очень ответственная миссия, нельзя упасть просто так. Не слышно спорят. Не слышно хрипит. Не слышно бежит. Не слышно прыгает. Дрожит. Обожаю эти комментарии. На месте. Ломаем балки. Это задача для нас. Серьезно? Эти статуи держались на деревяшках? Солос гений. Инженерной мысли. План, который держался на соплях изначально. Неужели ты полагаешь, что я не успел почитать лично? Опора хрупкая, но она не падает. Надо толкнуть. Гениальное решение. Давай, взяли. Ты прошел долгий путь и много сделал, Варик. Однако эта история закончится не моим поражением. Ты просчитался, Варик. Надо было делать хотя бы, каменные блоки. Нет, 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 нет!
Блин, он же сейчас его пырнет. Ты за что? Да. Варику перо под ребро засунули. Мы кого-то разбудили, судя по всему, прервав ритуал. И башкой ударились об колонну. Вперед, сюда! Не, ну саспенс выверенный, по крайней мере. На самом деле можно было не давать геймплейную эту штуку, чтобы бить балку. Кровяка. Это я после 6-дневной рабочей недели. В субботу вечером. Dragon Age The Wild Card. Ты понятия не имеешь, что вы наделали. Приходы начались. Солос. Тихо ахает. Ну вот, про что я говорил. Еще как имею. Я помешал тебе уничтожить мир. Я не пытался его уничтожить. Когда вы прервали мой ритуал, магические энергии затянули меня сюда, в тень. Ладно, это объясняет, почему ты здесь. Но почему я здесь? Твое физическое тело сейчас без сознания. Несколько капель твоей крови на месте проведения ритуала было достаточно для установления слабой связи. Ну, конечно. Это магия крови. Во-первых, я испытываю отвращение к магии крови. Во-вторых, будь я в силах тебя контролировать, я бы уже использовал ее. Так. Хочу проснуться. Ладно, говори, что хотел. Это какая-то уловка. Ну, мы уже без сознания, в принципе. Чё нам? Говори, что хотел. Чё нам? Ладно, ты притащил меня сюда, чтобы поговорить. О чем? Об Эванурисах. Или, как вы их называете, эльфийские боги. Эти существа покинули тень. В древности они были правителями эльфов, но этого им было мало. Они жаждали не просто послушания, а поклонения. Когда я восстал против них, они использовали ужасающую магию скверны, заражая ее все вокруг, пока я не пленил. Впрочем, благодаря тебе в плену теперь я. Оскверненные эльфийские боги разгуливают на свободе. Ага, каков герой. Да ты их освободил, чего? Не, ну, такой персонаж. Каков герой. Конечно, ты ведь ничего такого не делал, когда мы подоспели. Тюрьма, в которой я их заточил, начала разрушаться, и я перемещал их в другую. То есть ты не разрушал Савесу, наводняя мир демонами и дикой магией? Я все спланировал. Варик предупреждал, что ты будешь долго объяснять, почему ты ни в чем не виноват. Варик. Да, он сказал это в твоем духе. Не врать и использовать хитрую полуправду и пытаться убедить ей самого себя. Но все же он пытался тебя вразумить, и пострадал Варик. И сам часто говорит лишь часть правды. Что вы там вырвались с тени, и ты говоришь, это боги? Это они говорят, что они боги, оскверненные садисты и тираны. Мне пришлось потратить все свои силы на то, чтобы пленить их тысячелетия назад, но наверняка у тебя все получится. А, мы же не ты. Что, сарказм? Это все из-за тебя? Ладно, теперь я переживаю, еще как получится. Это же сарказм. Спасибо, это очень помогло. Ты кто? Эльфийский бог сарказма? Обмана, предательство и бунтарство. В зависимости от истории. Я чем могу помочь? У меня нет ритуального кинжала.
У меня нет доступа к сети зеркал, способной перенести меня из маяка в любую часть света. Я могу предложить лишь свои знания. Полезный совет от эльфийского бога цитирует тебя же. Обмана, предательство и бунтарство. В зависимости от истории. Теперь Эльгарнан и Гиланайн твоя проблема. И твоя ответственность. Я никогда не выучу их имена. Ну, диалоги хорошие. Путь сарказма забавный. Зачем? Зачем разрушать завесу? Послушай меня. Нет, 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 нет. В соусовом духе, да. Очевидно. Ты понятия не имеешь, что вы наделали. Теперь это твоя ответственность. Так, смотрите, как ты очнулся. Кашляет. Варик, ты в порядке? Я видел, как Солос ударил тебя. Ты упал. Мне досталось все похуже, уж поверь. Пара царапин меня не остановит. Кашляет. Правда, в разведку мне пока еще рановато. Ну, у Варик жив уже хорошо. Прости меня, Варик, но ты нужен мне. Все еще хочешь узнать чуть подробнее. Что именно произошло? Так мы вроде это знаем. Ну, давайте спросим вдруг что-нибудь еще интересное. Что произошло? Ру, помнишь, ты говорил, что Смиюн меня не послушает? Похоже, ты был прав. Разумеется, Солос будет не так, как сам сомневался. План все же пошел немного не так. Харник всех вывела. Это чудом, если честно. И не волнуйся, с ней все будет в порядке. Похоже, она крепче, чем мы с тобой вместе взятые. Ну, по крайней мере, она гораздо крепче меня. Все хуже, чем ты думаешь. Варик, когда мы прервали ритуал, на волю вырвалось что-то еще. Что-то, чего боится даже Солос. Рук, ты справишься. То, что мир сейчас не кишит демонами, твоя заслуга, не моя. Варик, даже если так, ты нужен мне, чтобы... Рук, ты справишься, я видел тебя в деле. Это он мне про мою предысторию рассказывает. Умеешь думать, приспосабливаться, и при этом для тебя нет никаких границ. Это все про меня. О! Блин, вот это ей, конечно, надавали по щам. Это вот то, что мы выбрали опасную миссию для нее, да? Ох. Блин, она скоро пройдет. Так, ну нас закинули на хаб. Поищи Хардинга, должна быть где-то снаружи. В центральном зале есть стол. Предлагаю встретиться там. Это ненадолго, но надеюсь. Потому что как будто Варик меньше пострадал. Просто отлеживается с синяками под глазами. А тут это не синяк. Это гематомина на пол лица. Так, ну что же, наш хабчик. Получено задание Тени Древнего Орлатана. Буква Г, открыть журнал. Надо задержать, да? Премиальные предметы. Да, я купил себе Legendary Edition. Гардероб, чтобы получить награды, вы получите премиальные предметы. Но предметы внешнего вида для вас и ваших спутников доступны в гардеробе. Спасибо. Так. Сундучара. Почему нельзя было рукой открыть? Что тут у нас? Собрано коллектабл предметов. Манти нам надавали. Доспех, повседневная одежда. Лук. Надо привыкнуть к инвентарю просто. Ячейка одежды, доспех, шлем. Основное оружие. Дополнительное оружие. Клинок павшего. Ржавый меч. Это вот из премиальных. Так, ну ладно, по началу игры мы не будем, конечно, вот эти предметы все красиво использовать, потом поменяем, если нам понравится. Так, а тут что? То же самое. Доспех. Темный дублет. Это наша повседневка. Поношенная кожаная броня. Стандартная наша. Ох, какая красота. Приблизить нельзя, да?
симпатично. Так, это для мага или это для мага? Сейчас поймем. Это, очевидно, для воина. Хотелось бы верить, что это для разведчика. Но как будто... Не, вот это... Вот это, наверное, для мага, это для разведчика. Так, броня Белонарис. Означает вечность. Слово лучше всего описывает примерно возраст этих золотых эльфийских доспехов. Ага. И такая еще. Темный дублет. Ворон никогда не выглядит просто, но при этом одежда может быть удобной. Дает умеренную защиту, излучение крови дракона, одеяние, которое когда-то носил великий маг. Багровая отметина на ткани никогда не потускнеет. Промо-материал. Но пока тоже не будем использовать. Так, лук. Лук тоже есть золотой. И обычный наш. Хардинг. Тоже можно поменять. Пока не будем. И неф. Ох, как по-цыгански-то на ней это выглядит. Да. Золотые доспехи, это гениальная мысль. Что там еще есть? Неутомимая сыщица, твинтерская накидка. Почему нельзя? А, ну, видимо, еще не открыли просто. Так, ну ладно. Доспех повседневной одежды. Тут все. Так, можно поговорить с тобой? Зеркало превращения. Ну, я, в принципе, не хочу пока менять внешность, мне нравится все. Так, Варик, поговоришь со мной? Жаль, я не могу отправиться с вами, Рук. И главное, будь осторожней, хорошо? Окей. Ну, какова? Какой ужас. Прости меня. О, двери сами открываются. Так. Ух, ё-моё. Переходная область библиотека. Собрать. Открыть кодекс. Знакомство с маяком. Некогда маяк был местом обучения с инструментами для изучения тайн устройства великой магии. Когда Солос восстал против тех, кто называется себя высшими богами, маяк стал центром его операции, а имеющиеся в нем инструменты начали использовать для изучения способов освобождения и тирании иванурисов. Здесь вы в безопасности, как создание из плоти, так и создание тени. Тут рады всем, кто пожелает помочь. Магия маяка поможет вам с вашими нуждами, позаботится о вашем комфорте и даже позволит понимать другие языки тем, кто пришел сюда из отдаленных частей Империи. Если у вас возникнут другие потребности, спросите долгую стрелу, и я помогу. Долгую стрелу? Это кто? Повод проявить заботу. Да. Но она пока не очень хочет со мной разговаривать. Письмо написано полгода назад, бестолочь. Надеюсь, ты это прочтешь. Если след и правда привел вас в Твинтер, передавать сообщение будет сложнее. Антам в Антиве не жалуют наших соседей и все с ними связанное. Страсти на родине немного улеглись, но не забылись. Возможно, в тот момент убийство тех воинов Антаама показалось тебе доблестным решением. Однако когти до сих пор злятся, что твои действия пустили на смарку недельные подготовки к серьезному удару. Один из этих когтей я. Можешь считать свое путешествие с Вариком контрактом, а вороны всегда выполняют свои контракты. Особенно выходцы из дома Дериф, которым стоит поучиться мыслить здраво. Но сейчас на кону стоит куда больше, чем честь. Я видел, на что способен этот Солос. А что бы он ни замыслил, его нужно остановить. Не теряй бдительности, не подведи меня. И постарайся не помереть, иначе я лично найду тебя в тени Виага. Как это гильдия... В какую-то гильдию убийц я вступил. Памятные вещи, ничего. Мертедеса. Здрасте, невеста создателя. Это мы как-нибудь почитаем. Тут очень много лора спрятано. Драконы тени. Твинтерские храмовники. Так, ладно. Успеем. Послание. Письма от Инквизитора, ваших спутников и тех, кому помогали в путешествиях. Что-то по типу писем во втором Dragon Age и Mass Effect. Потому что в третьем, в Инквизиции, кстати, по-моему, такого не было. И не было ведь. Термины вселенной Dragon Age. Зов. Ну это все знаю. Карта.
Варика как будто вообще из прошлых частей срисовали. Так. Карта уровень 1, 2, 3, 4. Мы на втором пока что. Так, Ворон, это есть гильдия убийц? Зеврона, помнишь? Не самый лучший пример, правда. Зеврон, 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 Зеврон. Зеврон. Зеврон, Зеврон, Зеврон. Сейчас я картинку посмотрю. Скажу. Забыл, как он выглядит. А, серьезно? Слушай, ну... Это ж первая часть, да? Это я вообще не помню ничего такого. Причем я увидел, я его не помню просто. Видимо, потому что я до конца не проходил. Тут нельзя ломать предметы. Кстати. Такой костюм. Подчеркивающий, я бы сказал. Столик. Что это? Прочесть. 3 личные встречи под открытым небом. Загадки в темноте. Ага, 3 личные встречи. А тут? Тут нет надписи, да? Спуск вниз. Двери, как в Хогвартс Легаси, открываются. Лювен. Послание. Кодекс. Большинство из нас путешествовало через Лювины только по прихоти тех, кто назвал себя нашими богами. Мы знаем, что это связаны между собой зеркала, ведущие друг друга вне зависимости от расстояния между каждой парой. Солос перехитрил так называемых богов. Если бы мы использовали обычные Лювины, они смогли бы проследить нас до нашего убежища. Солос усовершенствовал работу Джуна, создав зеркало, поющий камень которого может менять свою мелодию так, чтобы отправить нас в любой Лювиан, а не только к своей паре. Таким образом, мы можем перемещаться туда, где мы нужны восстанию, не боясь преследования. Путешествие так же безопасно, как через обычный Лювиан. Если у вас появятся вопросы, спросите долгую стрелу, я направлю вас. Фелосан. Долгая стрела. Долгая стрела такая. Хоба, дверь открылась. Хорошо, что самим их не нужно открывать. Так. Ну, надо на улицу выходить. А, нет, все-таки где-то надо. Все раздолбано. И это очень похоже на перекресток из третьей части. Это заставка мейн-меню. Рук, ты проснулся? И мы в тени. Другие оказываются здесь, когда им что-то снится, но гномам не снятся сны. И все же я здесь. Ой, Хардинг, милашка. Мне с трудом это верится. Но я сказала, нам надо поговорить. А о том, что делать дальше. Да, надо. Но сначала не помешает смотреться. Возможно, мы тут надолго. Кофеек я свой допил уже. Я там минут через 10-15 пойду себе еще что-нибудь. Чай, может, налью. Так, нажмите L, чтобы открыть экран навыков, получить новые навыки. L это кей, отлично. О, ужас! А мой мозг сейчас обалдел, увидев это. Сколько всего, кошмар. Библиотека. Это были, видели карты, видели навыки. Угу. Основные навыки разбойников. Затяжной урон, антиванские вороны, единовременный урон, завесный странник, контроль, саботаж, завесная разведка, дуэль. Кошмар. Мне гораздо больше нравилось, когда, как в Инквизиции было всего сколько-то 6 маленьких вот этих развитий. Так, ладно, но нужно просто с этим разобраться. Основные навыки разбойников. Разбойники коварны, ну это понятно, все.
Так, ну я смотрел, вроде кружочки это пассивный навык, ромбики это навык способности, который используешь. И есть еще какие-то. А, есть еще маленькие навыки. А, стоп, есть большие пассивки. А, есть сильная пассивная способность и малая, да? И просто пассивка. Окей, так, ладно, там запомним. У нас 3 очка. 3 очка. Главное ни одно не потерять. Рук, фауст, дрива. Так, ну у нас уже открыто основные навыки разбойников. Это, видимо, выстрел из лука. Взрывная стрела, если одновременно зажать левое и право. А, нет, это не выбран приобрести. Хитрые маневры. Пробел, пробел, левая кнопка мыши. Shift, левая, правая. Используйте скорость мощную атаку после продолжительного ворота. Это мне, кстати, поинтереснее кажется, чем лук. Ответный удар. Во время защиты левая кнопка мыши, Shift, левая кнопка мыши или правая. Ну, как вы поняли, да, с ответным ударом у меня что-то не очень идет. У нас есть статические удары. Так, куда... Ну, давайте хитрые маневры. У нас открылось... Так, а надо, наверное, смотреть вообще, куда это все ведет. Куда это нас приведет? Это затяжной урон нас приведет, да? Или... Нет, затяжной урон это нас выведет. И из затяжного урона это выйдет в дуэль или саботаж. Давайте подумаем, куда хотим выйти. Саботаж. Будучи истинным авантюристом, специалисты по саботажу в рядах повелителя фортуны используют взрывчатку. Нет, мне не нравится не мой стиль игры. Завесная разведка. Предпочитает поражать врагов издалека с помощью заряженных выстрелов. Ну вот, минимум вот это интересно. И скорость ветра, движение танцует между клинками. Ну это вот это и вот это, короче, интересно. Но вот это нам не надо. Хотя тут тоже что-то может быть интересное. Единовременный или затяжной? Ну, вообще единовременно надо будет выходить. Так, хорошо. Значит, нам нужно вот в эту часть выходить. А, зависит... Так, окей. Так, хитрые маневры. Атаки в прыжке гарантированно наносят критическую урон. О! Ну это сбито с цели. Так. После успешной защиты вы можете провести мощную контратаку. Блин, ну это все равно надо, получается, открыть, чтобы сюда выйти, да? Ураган лезвий. Урон некромантии. А тут? Воришка. Взрывает растерянных врагов. Физическое воздействие. Ну давайте попробуем сюда выйти, потому что вроде как можно поменять. Приобрести. Ну, приобрел. Так, и все же... Или все же еще лук выбрать, взрывная стрела. Легкая дистанционная атаки выпустит и крепит к отдельной цели липкую стрелу. Стрела взорвется после небольшой паузы. А какой урон? Урон какой? А как обычные стрелы? Если да, то в чем смысл? Вообще есть смысл и лук, и мечи вкачивать, наверное. Потому что, ну, для меча у меня уже есть вроде статические удары. Но это все равно как дистанционно считается, наверное. И у меня уже есть сильное электричество. Ну, тут побольше урончик. Физические срывают. Ну, давайте попробуем. Что? Схватите ближнего врага и украдите у него зелье. А, надо еще как-то украсть, что? Украсть? Ладно. Так, ну вроде выбрали. Ладно, к этому просто надо привыкнуть. Так, наши задачи. Соберите команду у стола библиотеки, поговорить с Нев, поговорить с Хардинг. Все не обязательное. Что наверху? Маячочек, маяк наш. Есть что-нибудь интересное? О, сундук. Золотой сундук. Чистая руда. Отлично. Я думал, что мы не будем наконец собирать эту руду, но, видимо, крафт тут все же будет. Так. Прочесть. Чтобы открыть проход в библиотеку, 3 пары должны встретиться лицом к лицу. А где лицо? 3 пары, это, так понимаю, 3 статуи. Так, нам надо хотя бы еще одну найти. Выцветшая записка. Взгляни на это место. Когда-то мы планировали здесь восстание. Говорили, что изменим будущее для всех эльфов, что свергнем тиранов. И мы сделали это. Теперь же путь наружу разрушен.
Восстановить все Лювины будет непросто. Солос, если ты читаешь это, знай. Я буду искать тебя. Как в этом мире, так и в мире смертных. А пока постарайся не создавать слишком много проблем. Так, еще одна статуя. А, о! Тут есть прям две. Ну. Так, это смотрит. Это не смотрит еще. Смотри. Встретились. Где-то есть еще два. Куда оно полетело? Сундук. Глазурованная ваза, безупречный кристалл. Так, отлично. Где вторая статуя? Вот к этой. Ну, с той стороны я, по крайней мере, ничего не видел. Пока так поставим. Ох уж эти загадки. Хорошо. Так, перед входом мы посмотрим, что здесь. Сундук. 19... Эх, стоп, не падать. Туда можно забраться? Нет. Видимо, нельзя. Светяшки. Летающие светяшки. Все должно было пройти по-другому. Что нам теперь делать? Хардинг сожалеет. И вздыхает. Не угадал я. Скобочки. Harding. Oh, hey, Rook. How's it going? Как я? У тебя есть растение. Что? Ты в порядке? У тебя есть растение? Причем тут это? Так, подробнее. Ты бывала в подобных местах? Когда вместе с Вариком гналась за Солосом. Ну, я бы не сказала, но с Солосом вечно все вокруг тени завесы или что-то такого. Варик всегда это все ненавидел. Но здесь все немного иначе. Тут безопаснее. Ладно, странный вопрос. У тебя есть растения? Так, значит, у тебя есть растения. Зелень — это хорошо, да? Зелень. Большая часть растений погибла. Неудивительно. Может, уберу их потом. Хотя бы будет чем заняться. Ненавижу сидеть сложа руки. Нам нельзя тут штаны просиживать. Мы же собирались вернуться через Илювия, наверное? С этого и начнем. Как только сможем. Ты же знаешь, что можешь просто какое-то время... Сейчас ты говоришь прям как Варик. Мы же с Вариком начали это, и я не могу все бросить. Не сейчас. Даже не проси. Дай знать, когда будешь готов, хорошо? Да, видимо, Хардинг серьезно расстроен происходящим. Еще какая-то дверь. Ага, это та же самая. Так, это комнатка Хардинг. Я понемногу привыкаю к тени. Отлично. Статуя ужасного волка. Что здесь? А что сзади здесь? Опа. Так, а где... Ага, нет, а статуя вообще с другой стороны, мы ее не сможем. Вон она! Как до тебя добраться? Ну, какой-то Хогвартс Легаси у нас пошел с вами. Так, сюда мы сможем забраться. Ага. Это куда? Так, там Неф. А здесь... Я перепрыгну? Да. Отлично. Сундук. Так, кузнечные инструменты, золото. Слушайте, я думал, она повыше. Почему-то казалось. Ладно. Открыто. О, это как феи в Геншине. Стоп.
Давай, тут что? Так, ладно, у меня игра сама магнитит. Поговорим с Неф. Как потрепала жизнь. Огоньки. Их присутствие в тени логично, но я готов поклясться чем-то. Ты в порядке? Странное место нас занесло, но с этим можно работать. Ты меня знаешь. Я тебя знаю не так уж и долго, разве? Я знаю, что Варик доверил тебе это дело. Обо мне ты знаешь то же самое. Из-за меня тебя ранило сразу после нашей встречи. Все нормально. Ты доверил мне работу, и я ее сделал. И это самое главное. Если мы увязли в этом надолго, надеюсь, ты сможешь довериться мне вновь. Я тебе доверяю, посмотрим, как все пройдет. Мне по-прежнему жаль, надеюсь. Дальше будет лучше. Ну, я надеюсь, дальше будет лучше. Ладно. Но мне бы все равно хотелось, чтобы тогда все прошло более гладко. Да уж. Надеюсь, что со вторым у меня получится лучше. Пока что у тебя неплохо получается. А ты часто делаешь заметки? О чем они? Последнее? О том, что нам известно. Или было известно до того, как Солос изменил правила игры. И что мы знаем? Почти ничего. Уверена. Нитке это не понравится, но не все сразу. Мы во всем разберемся, начнем с большой цели, этого недостаточно. Так, всегда нужно начинать со сверхзадачи. Мы люди деловые. Наша сверхзадача разобраться с появившимися богами, да? Ладно, шаг первый. Выяснить, зачем мы гоняемся. Когда мы перейдем к 20 другим вопросам, которые остались без ответов, на втором шаге, понимаю, почему Варик к тебе обратился. Нам же нужно с чего-то начинать. И то логично. Вот и поговорили. Гостевой домик. Так. Большая комнатка. Тут кто-нибудь есть? Собрать имперскую ткань. У нас теперь есть имперская ткань. Отлично. Тут вопрос, почему тут светится камин, а в камине ничего нет? Так и должно быть. Это нормально? Ух ты, стоп, это ха-ха, ловушка. Я на нее не попался, но был близок. Роскошный горшок. 34 золота. Ну, вот эту записку я пропустил, да? Так, кодекс. Какая заметка у нас теперь? Заметки смотрителя. Один угол этой записки запачкан краской. Был ли он здесь всегда? Перекресток полон существ, о которых не знают даже мудрецы. Но древнейшие из них способны присвоить себе любые владения. Безусловно, теперь место смотрителя здесь. Интересно, как он видит нас. Потребности живых подобны подмосткам, что постоянно воздвигаются и обрушиваются. Голод, жажда, сон. Чувствительным к таким вещам созданием это должно казаться бесконечной какофонией. Или я слишком все упрощаю. Желания мимолетны, но потребности куда более фундаментальны. Возможно, именно поэтому присутствие этого духа успокаивает и приводит в замешательство одновременно. Сложно принять мысль о том, что желания нашего сердца и истинные потребности могут отличаться или даже противоречить друг другу. То есть тут живет какой-то смотритель. Видимо, боится нам показываться. Так, мы совсем поговорили, соберите команду у стола библиотекаря. Нет, у нас где-то статуя еще спряталась. Так, ну и где ее искать? Здесь. Это обратно, да? Статуя. Ну вот одна. Где вторая? Вон то статуя стоит. Как будто бы да. Так, а ну-ка, поехали. Идем все-таки в ту сторону нам. Давай. Крутись.
Кручу-верчу, запутать хочу. Я надеюсь, это статуя. Да, это статуя, замечательно. Все супер. Okay. Так, какой-то прогресс. Something. Фебро. Пойдемте за мной, маленькие огонечки. Я приведу вас туда, куда надо. Вот это даже должно открыться было, да? Ага, а что здесь? Хоббитские пещеры. Рисунки Солоса. Собрать. Какой здесь рояль стоит. Воспоминания о дуэте. Кодекс. Да, я цепи не то открыл. Библиотека, кодекс. Памятные вещи. Где это должно быть-то? Разное? В разном. Ноты, оставленные рядом с этим инструментом, по-видимому, предназначены для исполнения в дуэте. На полях оставлены пометки опытного музыканта. Помимо пометок видны отголоски эмоций, усердная практика и безжалостное отношение к ошибкам, облегчение от собственных достижений, познанное вдали от недопонимания и бездумного поклонения, невысказанная радость в центре нарастающего совершенного эха. Наконец, на поверхность выходит любимое воспоминание, улыбающиеся глаза, встреча во время крещендо, момент понимания, разделенный на двоих, способность видеть все и чувство, что тебя полностью видят. Отголоски исчезают. Угу. Очень интересно, но ничего не понятно. Солос, видимо, тут с кем-то играл. Безупречный кристалл, обычный материал. И все? Больше ничего нет? Золото, фига, тут золото насыпали. Дверь откройся. Сим-Сим, откройся. Так, ну там мы были, здесь были. А давайте послушаем, что нам скажет барышня. О, девчачьи посиделки. Итак, поставили ритуал. И Варик дорого за это поплатился. Эй, Варик сам решил пойти и поговорить с Солосом. А он знал, чем рискует, как и все мы. И теперь Солос исчез, а мы оказались здесь. Где мы не были, не считая того, что в тени. Солос назвал это место маяком. Серьезно? Когда? Он был у меня в голове. Он был в тени, он вторгся в мой сон. Ну да, вторгся в сон. Когда я был в отключке, он появился у меня во сне и злился за то, что мы прервали его ритуал. Хорошо. А еще он запер в тени, в чем-то вроде тюрьмы. И этому он тоже не особо рад. А точно это не было просто сном. Такая реакция вполне объяснима. Солос может говорить с другими во сне и даже убивать их. Это мне не грозит. Я потерял немного крови, когда вырубился. Достаточно, чтобы он мог нудить мне в уши, но недостаточно, чтобы взорвать мою голову. Значит, Солос использует магию крови, как любой маг, который хочет манипулировать разумом. Но это не обычный маг, я же говорила, он эльфийский бог. То, что он смог состряпать ритуал, не делает его богом. Разумеется, он не бог, он могущественный бог, хватит спорить в терминах. Ну, учитывая прошлые чести, я-то знаю, что, разумеется, он бог. Он могущественный бог. Но он чуть не уничтожил завесу, Неф. Ты способна на такое? Ты же знаешь, что все не так просто. Может, он не из тех богов, которые понимают молитвам и раздают благословения? Угу. Ладно, что ж, мы прервали ритуал. А других явных угроз не видать. Пока что. Солос точно не сможет влиять на твой разум магии крови? Я ни в чем не уверен. Но нам по-прежнему грозит опасность. О чем это ты? В свое время Солос заточил в темницу двух других эльфийских богов. Когда он попал в ловушку, они высвободились. Нам снова рассказывают эту часть лора. То есть те штуки, которые появились из тени, когда ритуал пошел по плану, это Эльганан и Гиланайн. Два древних эльфийских бога, против которых восстал Солос. Могли бы попроще им имена дать. Ладно, Гиланайн могу выговорить, а Эльгарнан. Эльгарнан. Повторяем за мной. Эльгарнан. И Гиланайн. Вместе они вообще очень сложно произносятся. Эльгарнан и Гиланайн. Повторяйте каждое утро, и ваша дикция речи будет прекрасна. Если вы не сломаете себе челюсть. В их побеге виноваты мы, они сильнее Солоса, они опаснее Солоса, мы убьем их.
Да почему? Это смешной ответ. Сарказм. В их побеге виноваты мы, слезинка. Да нет, на самом деле, мы-то не виноваты в этом. Мы-то откуда знали? У меня песня Солоса. Солос сказал, что они злые боги. Довольно смелая характеристика от того, кто пытался уничтожить завесу. Ты ему не веришь? В этом-то и проблема. Я ему верю. Он сказал, что они были ужасающими тиранами. Настолько могущественными тиранами, что в истории эльфов они считаются богами. Солос сказал, что Эльгарнан и Гиланайн, ее прочитал, черпал мощи скверны. И она их изменила. Значит, вместо одного бога в округе у нас теперь два. И они не только могущественные, но и оскверненные. Нам нужно отправиться обратно и остановить их. Но так сразу мы лишились одного бойца Варика. Нам не стоит спешить. Я знаю, что ты ранена, Нев, но остальным нужно что-то предпринять. Я буду готова сражаться, когда придет время, но нам нужно все разузнать и понять, с чем мы имеем дело. И сколько еще людей пострадают или погибнет, пока мы будем тратить время на это? Ага, понятно. Они спорят. Одна говорит, что надо подготовиться, другая, что на амбразуру бежать. Ну, я прав с Нев на самом деле. Боги нас раскатают просто в лепешку. Хардинг осуждает, ладно. Эльгарнан, Гиланайн опаснее Солоса, мы не можем действовать вслепую, нам нужно знать, на что они способны и чего они боятся. Но мы знаем обо всем, только благодаря Солосу. Надо самим все выяснить. Элювиан доставил нас сюда, не вернул. Будем надеяться, что он ведет к месту проведения ритуала. Может, мы обнаружим какие-то зацепки на месте преступления. Нев, сможешь пойти с нами? Это просто головная боль. Бывало и похуже. Ладно, тогда вернемся на место проведения ритуала. Здесь Элювиан стоит в специальной комнате, вниз по лестнице. Да, я уже видел, спасибо. Так, где у нас там... А, Элювиан внизу, да? Комната с Элювианом была здесь. Так, я предлагаю нам небольшой 5-минутный перерывчик. Пойду сделаю себе еще чаечек. Скоро вернемся.
Так, ну что, я у себя, кстати, нашел доктор Пиппер. Свободная камера включается, кстати, когда ничего не делаешь. Нашел доктор Пеппер, лучше чая. Не забываем, кстати, ставить лайкосики и отслеживать. Ну что, погнали. Созвать команду. По ту сторону Иллювиана нас ждет... Нас может встретить дюжина демонов. Морщится. Интересный диалог. Если он вообще отправит нас обратно. Нев, ты уверена, что справишься? Обо мне не беспокойся. Да я не могу не беспокоиться тебе с таким лицом. Тогда идемте? Вперед. Арлатанский лес. Тихо туда. Вот так сюрприз. Ху-ху-ху-ху. Профризило. Но если боги правда высвободились... Ладно, давайте осмотримся. Вдруг найдем... Найдем какую-то железяку. Выключи эту штуку. Я пытаюсь. Не выходит. Я не могу его сдерживать. Что за игра? Dragon Age Wildguard. Пока что в самом начале, после пролога. Очевидно, эльфы, судя по ушам. Страйф? Ирелин? Это я, Нитка Хардинг. Хардинг? А ты что делаешь в Арлатане? Все довольно запутанно. Это я вижу. Мы с Вариком познакомились с ними, когда только начинали выслеживать Солоса. Они завесные странники, эксперты по древнеэльфийской магии. А, это фракцию встретили. Да какие там эксперты? Я должна была суметь отключить тот артефакт. Ой, какая симпатичная. Прости меня, Тарит. Ты не виновата. Черный эльф говорит мне. С тех пор, как разверзлись небеса, в округе полно магии. Несколько артефактов, которые спали многие века. Это из-за ритуала Фенхарелла. Виноват Солос, не так ли? Вы же должны были его остановить. В каком-то смысле у нас и правда это вышло. И мы его остановили. Небо больше не разрывается на части, верно? Фиг поспоришь, но все прошло не так гладко, как мы надеялись. Солоса утянула в тень, и при этом из нее что-то выбралось. Точнее, кто-то. Два злых эльфийских бога, Эльгарнан и Гиланайн. Миталанаст. Древнеэльфийские боги, Эванурисы. Или Эванурис, наверное. Если они и правда вернулись, значит, наше положение стало гораздо хуже. А, боги не выдумка. Ну, вроде как, мы не глупый персонаж. Мы же и так примерно предполагаем, да, что в этом мире боги существуют. Почему эльфийских не может быть? Тем более нам все, и Солос об этом говорил. А что насчет богов? И что дальше? Итак, Эльгарнан и Гиланайн на свободе. Что это означает? Думаете, от Солоса была куча проблем? Да, он тот еще ублюдок, но в сравнении с ними... Скажем так, они были знамениты отнюдь не добротой. Солос не просто так поднял восстание против Эванурисов, и не просто так решил их заточить. Но теперь они высвободились. Стонет от боли. Нам нужно найти Беллару Лютейр. Она лучше всех управляется с нашими древними артефактами.
И лучше всех их взрывает. Она как раз разыскивала один артефакт, когда этот ритуал перевернул все с ног на голову. Если кто и способен разобраться с дикой магией и пробужденными артефактами, так это она. Беллара это, насколько я помню, спутница. Хорошо, отведите своего друга в лагерь, а мы найдем Беллару. Неф, с тобой точно все в порядке? Ты еще не оправилась. Неф, помоги завесным странникам, Неф, оставайся здесь. Не, оставлять ее здесь мы, наверное, не будем. Слезно. Неф, ты еще не оправилась. Неф, ты ранена. Оставайся здесь, завесными странниками. Ну, в любом случае оставляем. Мне просто побаливает голова, и в порядке. Пенталгин выпей. Я знаю, что ты хочешь помочь, но мы не представляем, с чем нам придется столкнуться. Хорошо, тогда берегите себя. Находится к югу отсюда. Беллара осматривает какие-то эльфийские руины на западе. По крайней мере, она была там 3 дня назад. Начните поиски оттуда. Удачи, Рук. И спасибо тебе. Эльфы красивые тут, конечно. Да все красивые. Просто в балде периодически какие-то совершенно стандартные были неписи. Не красивые, никто не спорит, но они были стандартными, у них не было каких-то интересных решений визуальных. А это только мне-то кажется, или с туманом и правда что-то не так. Здесь все кажется слегка не таким, будто все немного искажено. Так. Это размытие, конечно, меня очень сильно напрягает. Знаете что? Тут это размытие прям очень нехорошо выглядит. Размытие. Глубина резкости, размытие в движении. Вот, наверное, вот это надо отрубить. Лучше? Да, посимпатичнее. Нафиг нам это размытие. Ну что, пошли. Что там? Туда можно забраться? Можно. Или нет? Нет, туда нельзя. Скамный камень. Так, мы это... Ой! Так, это что у нас? Я забыл. Это физический урон наносит. Это удар молнией. Вот и враг упал. Что-то она фризить стала периодически. Азиаточка. Ой, люди. Вы откуда взялись? Лара? Лара, Лютер, Страйф и Эрлин прислали нас за тобой. А вы кто такие? Меня зовут Рук. Нитка Хардинг. По протоколу они должны были выждать неделю, прежде чем отправить кого-то на поиски. А меня не было всего 3 дня. Боюсь, ситуация изменилась, и, к сожалению, к худшему. Эльфийские боги Эльгарнан и Гилланайн сбежали из тюрьмы Фенхарелла. И, похоже, они хотят уничтожить мир. О, да уж, к худшему это мягко сказано. Ладно, хорошо, одну секунду. Я так посмотрел у других, и я так предполагаю, что только в этой локации с фэпосами такая история. Видимо, она самая большая просто. Секунда тут не поможет, у нас тут нет времени, разумеется. Секунда тут не поможет. Я вот уже несколько дней пытаюсь уложить это все в голове. Ну, по крайней мере, это кое-что объясняет. Что, например? Выброс первозданной магии в этой области. Недавно начали пробуждаться артефакты. Ну, как-то урывками. Один тут, парочка там. А потом пару дней назад небеса разверзлись, и сейчас первозданная магия пустая, как туман. Такое мог сделать только Бог. Или боги. О, гад. У него сережки мощные. Даже как захватывающая и опасно, очень опасно. Настолько опасно, что я решил вернуться в лагерь завесных странников, но что? Видите, он тот обелиск? Отблеск.
Это завесный пузырь. It's separating us from the Он rest отделяет of нас the от real остального world, реального мира, so так to сказать. speak. Пузырь You can отделяет нас. only pass В through него можно one только way. войти, и стоит Once оказаться you're внутри, и назад in, пути you не can't будет. get out. Но есть пузыри, которые также не отпускают. А, ты можешь его разрушить, не нравится мне это, тогда мы прорвемся силой. Ну, ты можешь это разрушить? Страйф и Ирелин сказали, ты их лучшая завесная страница. Надеюсь, это значит, что у тебя есть какие-то... Мгм. Возможно. Bubble like that? В таком пузыре в его сердце должно быть что-то, что его создает. Нечто мощное. We can find it and Если мы сможем найти его и remove it обезвредить safely. аккуратно, конечно, то пузырь The должен лопнуть. bubble itself should collapse. And then we're back Мой in бы пузырь reality. лопнул, если бы на I перерыв 5 минут не really, ушел. really hope so. Очень на это надеюсь. Well then, Хорошо, тогда get вперед. Игра, может мы пропердимся как-то, нет? Не хочешь? Ну как-то, хотя бы чуть-чуть. Это ненормально. Так, ладно. Дерево. I've been trying to Assassin's get to Creed the пошел. artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the Магические way. существа и мешали. We've handled our share of Это что, demons. заяц, A few кролик? dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. Буньк. They're animating those suits of Вот armor. это да. The armor's attuned to the artifact to protect it from Часть threats. декорации Sounds получается. like us, I'm guessing. В этой части нельзя собирать, да, кроликов? Ты куда? Ладно. Так, игра нам показывает, что нам куда-то вон туда. О, Лутецкий. Шахматная фигура. Ценный предмет. Это что, ладья? Так, а на ту сторону нам... Ну, видимо, прямо идти. Ценности можно продавать, также они могут усилить ваших союзников. Палка. Ядровик. Так, тут что? Спуск. Или пойдем по дереву? Пойдем по дереву. Так, нам в эльфийские руины. Поверху. Что тут? Я уверен, что здесь что-то должно быть. Но ничего нет. Нам ничего не оставили. Бабочки летают. Ультраплоские бабочки. Да как? В смысле? Почему тут ничего нет? Этот поток воды кружится в воздухе. We call that kind of Неожиданно. whirlpool Мы называем это водоворотом. anomaly, Я про аномалию. Never seen one Но я this никогда не size видел before. таких крупных. Почти сталкер теперь еще. Так, под мостом. Что-то, ну, должно быть в воде или под мостом. Светлячки. Так, я хочу собирать в этой игре эльфийские корни. Как в прошлых частях. Взять безупречный кристалл. Где мои эльфийские корни? Ничего. Ладно, видимо, нам разобраться. А, стоп, ну туда. Зачем-то тут прошли, тут ничего нет. Так, ну вот этот мост получается. Упустил я его. О, Лутецкий. Блестящее яблоко. Я б не стал его есть. Демоны! Да еще и там, куда нужно попасть. Да. Способность спутника. Вот. Геншин открывается. Отлично. Спутники вдвоем атаковать эту цель. Стоп, а как это еще? Вот так это работает. Так, Белара атакует эту цель. А Хардинг атакует эту цель. Хардинг использует прильф адреналина, повышает повышенный урон. Исцеляет. Так, повышенный урон. Так, Белара атакует эту цель и делает прилив здоровья. Но они обе саппорт дают. На хил. Выстрел в тень. Ну давай вот так сделаем. Так. Угу. Так, ну к этому придется привыкать. Воришка при попадании накладывает кровотечение. Давайте зелье после кражи. Ну, давай. Так, теперь нам так нам уже, да. Ага, окей. Ну и сразу выпал зелье.
Ух, как тут все светится на экране. Иди сюда. Не уходи от меня. Ладно, сам напросился. Используйте быстрые кнопки и способности. Левый shift и выберите нужную команду. Ты... Не отвлекай меня, игра. Куда ты уходишь? Блин, а я смотрю, там на стриме игра в слайд-шоу пошла, да? Still alive. Отлично. Что с трафиком? Жестяк какой. Потому что у меня более-менее нормально все было. Ну, не так, по крайней мере, плохо. Ну, видимо, она на этой локации, раз я только появился, она подгружается. Или что происходит? Или у меня с интернетом что-то? Потому что ну, вот сейчас вроде все вообще окей у меня в игре в самой. Так, ладно. Непонятно. Ладно, давайте в здание зайдем, может там полегче будет. По крайней мере, тут вообще ничего не лагает. So what is this artifact we're looking for exactly? Вот, с этого момента вообще все нормально. Это какие-то точки локации есть. Nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Непонятно ничего. Посмотрели слайд-шоу. Причем это место в той же самой локации. То есть мир не прогружался дальше. Непонятно, ладно. Так, что выпало? Большой трюфель, искусственный доспех странников. Ну-ка. Not many. Прорези между слоями кожи не дают владельцу брони перегреваться в периоды высокой активности, при этом гибкость и защита брони не нарушены. И у меня поношенная кожаная броня обычная. Ну, что выбрать? Восстановление стрел, урон по слабому месту, защита больше. Ну, выбрать, да. Все. Many people come this far into Красиво. Arlathan. Just veil jumpers mostly. Вот как-то так теперь выглядит. Судя по всему, те, кто попадает, спасти. Угу. Я пропустил диалог. Бывает. What was this place? Что это было за место? Может быть, был храм, может быть, хранили еду. Да, это очень похоже на амбар, конечно. Судя по часам, наверное, здесь хранится нечто важное. Капитан, очевидность. Wow. О, в жизни ничего подобного не видела. Anything like this. Wait, Стоп, неужели это... no, Нет, не может быть, только не здесь. not here. Can't be what? Не может быть We что. have to get over there. Нам надо попасть туда. Артефакт, который мы ищем, должен быть внутри. It almost feels like Чем-то напоминает оружейную или нечто подобное. What's an armory doing this far Какой out? смысл строить оружейную так далеко? ancient Из-за ones had a lot военачальников. of them. У древних эльфов. Угу. О, туда можно пойти. Ломаем. Безупречный кристалл. Видимо, место эльфийских корней здесь у нас. А, не, есть это материал. Так, что это? Тут у нас... Тут кто-нибудь есть? Есть водопад. Не прыгай! За что? Are we just supposed to А jump нам что, придется across? прыгать? Oh, no. О, нет, мы можем создать мост, неподалеку There должен быть should be a энергетический power кристалл. crystal somewhere nearby. Кристальчик, это ты? Got it. Древние эльфийские технологии зачастую работают от энергетических кристаллов, которые можно переносить.
Так. Ага. And there we go. Вот так, проще простого. That's a great trick. Классный фокус. A resonance Что-нибудь вкусное есть? drawing magic from the ring temple to Резонансный усилитель, он вытягивает We магию. need to shut it down before we can go up the path. But doing that Так, а will почему у attract нас any Белара nasties красная? hanging around. Неплохо, что ли? We're ready. Или она занята чем-то? Сундук. Имперская ткань, золото. Что это за крокозябра? Двемерская. Только не то. Ну, я нажал тап. Починка Белар может использовать. Ну это так работает, да? Ну давай. Предупреждение об атаке. Используйте пробел, чтобы вернуться. Когда по вам захотят провести атаку ближнего боя, некоторые вашей головой начнет мигать. Используйте ворота или защиту, чтобы не получить урон. Trouble nearby. Так, окей. Так, у нас же есть всякие прикольные штуки. Давай, ты вот этого. Хардинг, ты вот это. Тут, кстати, не проседает почему-то. Непонятно. Удивительно. Так, кто там? Какой-то дурачок стоит. Надо его отстрелять. И... Ну, я и меткий стрелок, конечно. Ну, вот я новую атаку использовал. Стой. Минус. Завис на кристалл, ценный предмет. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Красиво. Что тут? Сундук тут. So that ritual, the big one where the Андерский sky сосуд was ripping золота. apart. А You think that шлем was Fen'Harel? выпадет? Можно I мне mean, шлем? real Fen'Harel? Я в That's what тупик I've been попал. told. But right now he goes by Solus. And sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elgernon? Так, а у нас 4 из 4, так что нам не нужно, мы все равно же забьем Sound a вазу. little Если попадем в нее. Oh, you know, just finding out that 3 of my gods Тут are out что? there trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Ну, тут ничего. А вдруг записка где-нибудь лежит? Что это? Какая-то светящаяся штука. I wonder how Так, they ну записка died. тут лежит. Потрепана записка. Мы обнаружили дух архива узурпаторов. Мы предполагаем, что его создал ужасный волк, но это не так. Думаю, вы сами догадаетесь, чье это творение. Убрать его отсюда может быть опасно, но и оставлять его здесь не менее рискованно. Я буду ждать ваших распоряжений, владыка Эльгарнан. Капитан Аднарель. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal Неоновые magic, бабочки. but they're different. Неоновая The бабочка. magic's more Магия. alive somehow. Почему он умер? Так, возвращаемся. А, стоп, не возвращаемся. Трюфели надо собрать. Вообще, самое забавное, что здесь, прыжок на F, To take it down. уклонение и кувырок на пробел немножко смущает. Easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's
There's more nearby. Так, ломаем. Ни одного кувшина врагу. Храм Волка на утесе, переход другого описи. Я не перестаю восхищаться подобными руинами. Can anything here tell us what that artifact is? Да, это она еще во второй части не была. Там руины, всем руинам руины. That artifact should be. Так, ага, сюда нужно поставить кристалл, как мы поняли. А здесь кристалл уже есть. Окей, так, а что там? Там пусто. Обвал в стене получается. Обычный кристалл. Да. То, чего я хотел. Стоп, стоп, стоп. Не теряем. Мы же не можем упустить кусочек золота. Так, ну... Здесь мы все осмотрели, получается. Иди сюда. Открой мне эту дверь теперь. Большой сундук. Наташа. Сейчас мы его снова ногой будем открывать? Ну, конечно. Подставка для окулярума. Иглобури, рапира. Посмотреть. Так, физический урон больше, ошеломление больше, пробивание плюс 20%, критический урон при попадании в врагов с высоким уровнем здоровья. О, прикольно. Это хорошо. Искусственный длинный клинок, созданный кузнецами завесных странников. Удар этой шпаги подобен раскату грома. Ну, мы берем. Так, это основное оружие у нас будет. А, у нас в принципе два оружия. Ведущие и дополнительные руки, да? Ящики. Оп, ой-ой-ой. Они не двигаются, да? Это ловушка. Как только мы дверь... Да нет, даже не как только дверь, он сразу решил открыться. Ёп. Ну просыпайся уже, давай, все, чтобы я мог спутникам задачи раздать. Сюда. Давай ты сюда. А, у меня не осталось уже способности. Стоп! О, отбил наконец-то. Вообще есть резист к молниям? Где, если они металлические, то молниями их пить и нужно. А где? А, вот, пишет уязвимость на них сразу. Уязвимость и устойчивость. Отлично. Тоже молния у тебя, да? Тоже долбани по ним, пожалуйста. Стоп, стоп, стоп. Блин, да они на меня кучей навалились. Отстань. Что-то я потерялся в этом бою немножко. Уязвимость, а сопротивление он показывает? Нет, не показывает. Ладно. Все? Вроде все. Нерабочее ядро выпало у нас с них. Так. Нужно еще что-нибудь интересного собрать тут. Дверца, открывайся. Так что за артефакт скрывается в оружейном оружии? Дух архива. Чё? Существо из тени, связанное с кристаллом. Резная фигурка медведя. Снова бабочки. Блин, может быть они что-то дают, я не знаю. Никак их использовать нельзя? Нет. Опа, 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 опа. Иди сюда. Розмарин. Нам еще нужен тимьян, и можно жарить стейки. Ох, какая пакость. Металлонаст. Порождение тьмы. Так. Стреляй. Я тоже стрельну.
На экране вообще какое-то буйство красок происходит. Darkspawn. Рождение тьмы здесь. I never would have believed it. Until today. Тут что-то явно должно быть. Нет? Грустно. Грустно. Там. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Это деньги, да? Надо привыкнуть, что это просто кошельки. А как... Стоп, надо понять, сколько у меня вообще денег. А, ресурсы. 1046 золота мы собрали, кристаллы. Имперская ткань, чистая руда, ценности. Но это то, что мы можем продавать, я так понимаю. Навыки. О! Очко дали. Там качали. Пассивка. Сопротивление физическому урону. Максимум зарядов кровотечения +1. Заряд кровотечения. Это что? Ну, давайте сопротивление физическому урону. По карте. Ладно. Идем дальше. Хочется шлем какой-нибудь. Ломайся. Так, обратно возвращаемся. Где он там говорил, увидел? Что это? Камень? Чистая руда. Так, ну туда нас пока, видимо, не пустят. Вот эта штука, кстати, с напарниками. Потому что у каждого есть способности, напоминает Лего. Там у разных Лего-человечков были свои способности, которые можно было попасть в разные локации скрытые. Вот и здесь как будто то же самое. Кажется, это по твоей части, Делара. Победить всех врагов. Стоп. Не попал. Это все? Нет, не все. Что-то я не вижу. Сзади? Кто откуда здесь выполз? I've never seen Darkspawn this deep into Arlothan Forest before. As far as I know, it's never Видимо, теперь нас happened. пустят. If the gods are blighted, like Солнце и прав и боги осквернены, может, они как-то общаются с порождением тьмы, направляют. directing them? Возможно. You saw those Darkspawn, Баллиста though? стоит. Something was different about them. And we'll stop them. Ну, остановим их, Once we get как out of this выберемся из пузыря. Right. Let's get Да. to that central temple. Мы одного бога еле остановили, двоих точно. Ой, стоп, 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 это взрывается, наверное. Оно светится, как взрывные бочки. The wall looks weak here. I bet we could break it Похоже, up. стена здесь не очень крепкая, ее наверняка можно разбить. Да, сейчас мы этим займемся. Все. Так, займемся разбитием стены. Прицельтесь с баллисты с помощью мышки, нажмите, что... I wonder Ну, if that логично. ballista could smash through Баллиста this пробьет wall. стену? Что-то я не уверен. А, нет, пробила, лол. Right where you broke that wall. Прикольно. Так, она бесконечная? Да, бесконечная. Хе-хе, сюда стрелять не буду. Умри. Опа, что ты там делаешь на крыше, дурачок, спускайся. Еще один. Спава заспаунился. Они когда-нибудь закончатся?
выйти. Своей головой разбили ящик. Нормально. Че это? Азот. And И another еще один resonance резонанс. amplifier. Уфу. Should be the last one, I hope. Какая мерзость. А у нас, да, нам нужен эликсир. Забери его скорей. Вот это я попал. Ребят. Вы будете стоять, пока я не использую эту штуку, да? Кажется, это ловушка. Сейчас надо оказаться. Ну, сделай что-нибудь. Сейчас надо раньше их вот так сделать. А так, это занята. Хардинг. Прилив адреналина. А я, пожалуй, так сделаю. Почему не сработало? Ладно. Кровотечение у конструкта железного. Отлично. Оправдано. Так, Лара теперь свободна, свободна. Давай-ка ты долбанешь по нему. Ну, добей его. Но у них как будто сопротивляемость к физе какая-то. Все, сдохли. Отлично. Так, куда теперь? Теперь туда. Have you noticed something about the blight? Where Скверно. it is, I mean, it's almost like it's feeding off the Мерзковато. elven magic. Ящик. Мы станем богаты. Тут что-нибудь прячется от нас? Да. Тут что-то пряталось. Напарники могут вырубиться. Слушай, мне кажется, нет. По крайней мере, я нигде... Кстати, надо эликсир. Я, по крайней мере, нигде не вижу у них хитпоинтов. Предположительно, что они просто бьют и появляются только на спецудара. Кстати, у тебя я там смотрел... Ой, я такой... Ну, мне почему-то не показывает в сайте. За баллы канала всякие награды. Поэтому, к примеру, я пропустил целых 2. Вот, Энди Райдер, тебе из шляпы. Сейчас мы скажем, что выпало. Пока паузу небольшую возьмем. Тебе выпал клевер. Клевер. Так. Что еще у нас там есть? Колесо дикой магии. Лестер Граксон. Тебе... Сейчас я кину тебе дикую магию. Скажу, какой эффект. 64 выпало. 64 это у нас... Поздравляю. Теперь, когда ты говоришь, с твоих губ срываются облачка блесток. На минутку буквально. Так что это аккуратнее с блесточками. Лучше их не есть. Так, и еще у нас из шляпы, да, у тебя, Лестер? Из шляпы я достаю... Нож. Забирай. Так, вроде раздал. Да, не глаз уже хорошо. Так, потрескавшийся свиток.
Вонь разложения заполнила воздух. Мощь ванурисов превосходит все, что мне доводилось видеть раньше. Их магия подпитывается скверной смертью. И даже сейчас она просачивается в камни. Мы не переживем эту осаду. Угу. Что тут? Что даете? Далековато, не перепрыгну. Хилка. Так, нам туда показывает значок, но я схожу сюда. Или это просто другой проход? Пусто? Ох, ё, я вернулся обратно. А, ну да, я ж там повернул. Надо было еще им это, лазание по стенам сделать. Мы на месте, наконец-то. Здесь его хранили. А нас тут похоронят. Так, что-то нехорошее. Ты же со мной не будешь, наверное, разговаривать, да? Стоп, стоп, стоп. Так. С бешенства, уязвимость. К электричеству. А, у него устойчивость к снегу, холоду, понял. Но у нас холода ни у кого нет, потому что Неф мы оставили в лагере где-то. Так, а я вот это хочу использовать. Не хватает. Ух, уйди от меня. Может, выстрелишь? Я промазал. Не бей меня. Так, повышенно. Да куда ты бьешь, дурачок? А, так нам еще и демоны присоединились. Ух ты. Неприятный. Ладно, обычный удар из лука, значит, мне не получается сделать вот это. А, это вот эти, это дальники, все, я понял. Да их убить сначала. Да отстань, подожди ты, часовой, да, я их убью сначала. Так, стоп. Продолжаем. Еще один приперся. Не мешайте мне. Поднял латы стража. Тяжеловато, наверное, с ними ходить. Сундук, иди сюда. Энергетический кристалл для этой двери. Так, изящность, серебряное изделие, золото. Угу. Грань завесы, короткий лук. Точно лучше моего. Восстановление стрел. Точность за каждое третье попадание к слабому месту. Точно. У них еще слабое место. Ничего себе. Ничего себе лук. Так, нам туда. Что здесь? Стоп, откуда я пришел? А я отсюда и пришел. Так, а какая дверь открыта? Вот эта? Нет, эта дверь закрыта. Значит, нам туда. Закрыто. Привет. Так, ну там два надо. Значит, логично сходить бы сюда. Поместить кристаллик. Где-то поблизости должен быть еще один энергетический кристалл. О, господи. Сколько их тут? Баллиста. Гнойники скверны можно... Ой. Понятно, их можно разбивать, активировать. И что с этим сделать? Гениально. Это было хорошо. Это было рандомно и хорошо. Живы? Все, нет, не живы. Выйти.
Та-да. Туда можно? Так, сюда вроде можно. Где я? Ладно. Так, это нужно, значит, тот кристалл сейчас обратно вытащить. И новый забрать. А где я разбил проход? А, вот сюда я разбил проход. Открыть. Поднять. Так. А 2 можно взять, чтобы несколько раз не возвращаться? Нет, нельзя, окей. Иди сюда. И иди сюда 2. Сим-Сим, откройся. We did it. All that's left Лишь найти надо is с the Диртален. Nodus Thalen. I have so Сундучок. many questions for it. Шлем How хочу. do you ask it questions? It's an Кузнечный archive инструмент, да. spirit. You'll see. Испытанная сталь, палаш. А я могу его надеть? Могу. А вместо ржавого меча? Ух ты ж. Да, конечно. Меняем. Симпатичный. Непонятно. Это ломается? Не ломается. Единственный проход здесь. А, у нас зелье, кстати, заканчивается. 2 из 4. Нас, в принципе, могут полечить и спутники. Баф саппорт могут. Ну что? Okay. Да, вот пьедестал Here it какой-то. is. The Nodus Thalen. Это пьедестал. So we take it and we're good, right? Да, именно его просто возьмем и заберем его. I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. Ну, конечно, нам их мало. Nothing's ever easy, Можно is стёп it? какой-нибудь? У вас легко не бывает, да? So what makes this tricky? Так, в чем состоит сложность? If I remove the Если я уберу artifact the way артефакт, I так как usually делаю это do it, обычно, то он it'll взорвется и explode подорвет and take половину out half Орлатана. of all of them Подумаешь, with it. обычное Good дело. news is, I Ну, think есть и we can хорошая shove новость. the Я energy думаю, я somewhere смогу else. перенаправить энергию куда-то еще. Okay, Ладно, за here we дело. go. Фе. The way the magic is Магия так pulsing, пульсирует. Я раньше с подобным не I've never сталкивалась. seen this before. It's almost like it's Как будто бы она breathing. дышит. Ох ты. Димон. Причем демон гнева или демон ярости? В принципе, разницы, по-моему, нет. А, нет, это огр. Понял. Dragon Age, не Dragon Age без огра в начале. Ну, он прям красивый. Так, надо вот это срочно вот это забрать. Стоп. Бей, уязвимость к огню, устойчивость к яду. Ну, яда у нас нет. Воришка. Пройдем немножко его жизни. Так, ну лучше, наверное, на расстоянии держаться. Что-то стрелы ему как-то немного наносит, по-моему. А мне стрелы через раз бьют электричеством, ничего не понимаю, вот это мало стрел. Фиолетовый, это же электрический урон. Вовремя я нажал. Так, слабые места у них где-то есть. Может быть, это пах? Нога. Так, ну 4 стрел, отлично. Все, ближе переходим. Видите? Лив здоровья. А, она перезаряжается. Откуда я получил стрелы, интересно? Или... А, они восстанавливаются. Лучше, наверное, стрелами. Ну, башка, мне кажется, самое уязвимое место у него. Не подходи. Воришка. Жулик, не воруй.
дважды, что ли, это использовать. Стоп. Добейте его, пожалуйста. Да. Мощная способность. Зажмите 4, чтобы использовать может способность. Откуда она у меня взялась? Что это? Нажми. А, это типа добивание. Ну, я так скажу, в первой части на этом же уровне сложности это гораздо сложнее было. Я там умирал раз 10, мне кажется, или 15, может 20. Точно уже не помню. Ну, много. Причем там, по-моему, плюс-минус такой же огр был. Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. День явно не сдался. Okay, Так, ну, посмотрим. let's see. Okay, okay. Так, так. Так, ну это безумная ученая. There we go. О, No, no, no. That's good. и это хорошо. Кажется, What does that у нас crystal встал do? кристалл. Keeps the artifact Он power. питает артефакт, фокусирует окружающую магию, магическую энергию, поэтому эти штуки все еще работают, даже спустя 1000 лет. Ну нет, 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 не пойдет. Молодец. Молодец. Что она сделала, я не понимаю. Правильно ли это вообще? Какой-то чел выполз. Мир Сулливана на Хайнасал Диртара. Well then, Ну что ж, я надо с Диртален. right. Так, у меня I есть have вопросы. questions. Я надо с Диртален, дух архива. Что ты? У него сломался скрипт, и он все? Он исчез? Мне кажется, вот это смешнее. Pохоже, он сломан. Guess it's broken like the Похоже, rest он of the сломан, artifacts. как и остальные артефакты. It isn't just any О, это не просто artifact. артефакты, это That's Диртален, the дух Nodus архива. Dirthallen, an archive spirit. And it does work. И он работает, Or или, will, по крайней мере, at least. будет работать. Its crystal is Кристалл broken. сломан, I возможно, guess скверно maybe the как-то blight сбила его threw its резонанс. resonance off somehow. But I should be Но я able to думаю, fix что it. смогу его починить. It's Это, kinda my считайте, thing. мой конек. Fixing Чинить magical магические stuff. штучки. Магическая штучка. Ты что ты обходишь его? Просто возьми его в руки и забери. Strife and Irulan will Страйф wanna и know Релин about должны this. знать об этом. And the И о Blight, скверне, и о and the порождениях тьмы. Darkspawn. Но они как бы знают, по-моему, уже о порождениях тьмы. Let me know О when скверне, you're может, ready только не to знают. head to Да и the знать, Desert когда мы будем Camp. готовы отправиться в лагерь завесных странников. Да, в принципе, тут, по-моему, уже... Хотя нет, должен быть какой-то лут. Да, вот лут. Уровень 4. Открыть. Ногой открываем. Все с ноги открываем. Нам только бабла насыпали. Белара, потратить очки. Щи. Ношение улучшено. Спутники появились, кстати. Эксперт по иллюзионам. Помощница. Контакт в Минратусе. Дракон тени, Магесса. Агент Инквизиции, разбойница. Завесная страница, Магесса. Ага. Только понять бы навыки. Так, у нее через выстрел из тени. Ослабляющий выстрел, ослабление. У нее все электричество и ослабление идет, да? Так, вот какая... Мне вот эта штука понравилась. Выстрел из тени. Она еще лучница. Так. Критический урон плюс 25. Вот это мы япать не будем, наверное. Разрыв. Проблема разрыв зависит, которая действует на врагов, но не трогает союзников. Давайте пассивку вкачаем. И еще одна очко появилась. Так, замедление времени. Реликвия Зарлатана позволяет Белария создавать на поле боя области с временными аномалиями. Замедляет врагов и членов отряда. Двигаться с такой собачьей скоростью. Ну, пока не знаю. Давайте пока вот эту штуку вкачаем. Она вкачана. Тогда время становления завесой. Так, ей вкачали. Одежка. Нет одежки. Ячейка сувениров.
Интересно. А, это как в первой части награды, видимо. Бронзовая ветвь. А, это вот нам дали для длинный лук Белара, буря. Красивый? По-моему, у нас такой же. Хардинг нельзя. Неф нельзя. Почему Белару вкачали только? Ладно. Так, ну тут вроде делать больше нечего. Пойдем. Ready to go? Готовы идти? Ну, вперед. Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Я отведу вас в лагерь завесных странников. Орлатанский лес. Лагерь завесных странников. Им не хватает еще дату сюда повесить. Eleven wounded. 11 раненых, 16 на постельном режиме. И от нескольких опытных бойцов все еще нет вестей. We're running out of У нас все еще Veil Jumpers. меньше завесных странников. Что бы ни происходило, меня это пугает. It's scary. Куда они их носят? Шарфик красивый у нее. Хочу такой же себе. There are 100 people Что-то living in that непонятное для village. прочтения. В этой деревне сотня жителей. Или около того. You're back. Вы вернулись, и вы живы. Отлично. Good. Да, мы вам Белару притащили. Sounds like things have gotten Похоже, worse с тех since пор, we как мы left. ушли, все стало гораздо хуже. They're showing Порождение up тьмы. all over Arlen, Они появляются по всему attacking Орлатану и anyone in their атакуют все path. на своем пути. We ran into Darkspawn Мы тоже too. наткнулись на порождение тьмы возле Нада с Дирталина. Ну, а мы такие. Нашли его. Убили демонов. Убили еще демонов. И Огра. Так, мы можем попросить его про богов, понять, что они будут делать дальше. Вот только он сломан, мы уже здесь знаем достаточно. Сначала нужно спасти долийцев. А в любой непонятной ситуации, играя в Dragon Age, спасай долийцев. Archives Ну и, broken. конечно, все одобряют. Won't tell us anything. Архив сломан, но That ничего. doesn't matter. Но это не важно. Нам Any нужно data спасать всех signals долийских we can поселений, save, какие сможем. we should. Пока что нам везет. Мы прибыли как раз вовремя. Но с учетом того, как быстро передвигается порождение тьмы, скоро наше везение может закончиться. Well, it hasn't run out yet. So let's stretch it Пока until что it оно не breaks. закончилось, так что If we давайте could predict что-то там. where they'd strike next, we might get ahead of them. Мгм. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demetus Crossing, What? Irlin and Strife. When we Мы came пришли, in, you и said сказали, you'd что lost потеряли связь с contact переправой with Дметы. Demetus Crossing. We could go check it Можем out. сходить туда и The проверить. three of Ну, us, мы I трое. mean. Четверо. Я иду с вами. Nev, Неф, ты you еще не still поправился и... shaky, and Я иду с вами, Хардинг. Не знаю, что ты там найдешь, Рук, скорее всего, ничего хорошего. Но ты будешь спасать других, и, возможно, там ты найдешь следы богов. Переправа Дметы расположена на дальнем берегу озера. У причала есть небольшая лодка, так вы сможете туда добраться. Береги себя там. И удачи. Так, задание выполнено в тисках энтропии. Благодаря помощи команды Белара отключила артефакт, освободила их из завесного пузыря. Она также нашла древнее хранилище эльфийских знаний. Надо с Диртали найти теперь полная решимость... Что? Хранилище надо с Диртали. И теперь полная решимость узнать, какие тайны он скрывает. Белара присоединилась к команде, разыскивающей избежавших эльфийских богов. Продолжить. Если так, то мы готовы. Так что попасть туда нам понадобится лодка. Пойдем к пристани. Ну, а на этом я на сегодня предлагаю заканчивать. Не забывайте нажимать «Отслеживать». Не забывайте ставить лайк. Не забывайте использовать баллы канала. А завтра примерно, я думаю, что в это же время, в часик, мы и начнем. Завтра может быть подольше. Не 3, допустим, 4 часа. Может быть 5. Как получится.
Вот. Потому что вообще, в отличие от многих других игр, я тут совершенно не устаю. И динамика есть, и отдохнуть во время кат-сцен есть, что-то посмотреть. Да, в принципе, визуальный стиль радует, глаз не напрягает, глаза не болят. Так что, го завтра. Закину анонс в телегу. Сегодня же выйдет еще и фэнтезийный гороскоп на неделю. Не забываем, подписываемся также на канал. В чате это все есть. И, ребятушки, ребята, ребятульки, котики, котятки, всем пока.